by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worth, you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurt. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Итак, всем добрый день, доброго времени суток. Мы здесь сегодня опять с вами собрались по одной простой причине. Как вот уже давно спрашивали, когда будем разговаривать. Вот мы собрались здесь пообщаться, подточить лясы и, конечно же, узнать у одного человека, что да как да почему. И это все дело мы вот так вот сейчас вам покажем обязательно. Секундочку. Экран подгонять чуть-чуть надо мне расширить его вот так вот. Раз. Экран подогнали. Камера, мотор. Поехали. Так, секундочку. Конечно, поехали. Все заводи мотоцикл. Поздороваемся. Ты уже на фоне. Здравствуйте. Всем привет, ребят. Всем привет. Да, здесь звук, наверное, слышно. Я сейчас, к сожалению... Да, я сейчас послушаю, дружище. Да, проверь. Здорово, брат. Проверь сам звук. Где Плюмчик? Плюмчик, здравствуй, дорогой. Уже тут как тут вообще красавчик. Плюмчик, красавчик. Да, у меня просто на днях спрашивали, тут что так, когда, чего, почему, где будет, где разговорчик, где чего. Потеряли. Еще первый как-то. Вообще, Плюм, ты просто лучше, дай я тебя поцелую. Иди сюда, шукай. Первый, конечно, первый. Супер, наш самый первый, нет, второй модер, но нормально. Открыл на фоне, сам отдыхать. Давай, Джазго Геймич. Здравствуйте всем еще раз. Доброго времени суток. Да, мы тут чуть-чуть. Сегодня тебя вспоминали, говорили только самого хорошего. Именно, да. Добрым словом, конечно. Конечно же. По жопе. Все. Итак, разговорчики в строю. Так, название стрима продублируйте, пожалуйста. Стрима не сорта. Все на сорт. Т9. Опять. Вот Т9 мне напоминает сразу же Магу. Здравствуй. Мага тоже пишет. Это, говорит, не я. Это Т9. Ну, от маски опять-таки. Ну ладно. Обо мне, о тебе, да. Если, Джаз, в следующий раз услышишь, как у Чиканога больше не хрипит микрофон, значит, ты понимаешь, о чем я именно. Бархатов, здравствуй. Вот из-за как я икал аж по... Вот, видишь? Не зря ты все-таки икал. Все-таки есть на это причины, веские причины. И это причины, как бы, ну... Так. Тагил! Да. Бархатов, как делище у тебя? Атмосфера. Работа. Или как? На гитаре сегодня, конечно, жахнул как надо прям. Отлично. Вот. До тебя... Прям спасибо тебе за твое творчество. Лайкоще занес. До тебя мы обязательно доберемся. Сегодня, поскольку у меня вот этот вот уже плейлист есть несколько дней, но я вчера так вот подумал, давайте что-нибудь интересненькое уже сделаем. Ну, в плане того, что пообщаться именно. То есть мы уже не раз разговаривали о всем подряд, но я теперь именно собрал несколько вопросов. На андроиде Google клавиатура, елозишь пальцем по юкам, и он подбирает слово. Да, правильно, он юку и собирает. Я знаю, у меня тоже такая. На айфоне тоже такая тема есть. Just все это одинаково. Но сейчас на всех этих устройствах цифровых, в принципе, даже у меня сейчас виртуальная... Давай, Just, аккуратнее быть. Да, виртуальная клава даже такое же все. Да-да-да. За рулем аккуратнее, пожалуйста. Всем, конечно же, безопасного движения, здоровья, супер. Так, итак, как вы видите на экране, у нас опять-таки Чикакок, Стар Суперовец, самый настоящий, это он, там на фоне висит. Сказал на камеру, мне не показывай, мне и так стыдно. Ну ладно, не буду тебя показывать всем, потому что все знают, как ты выглядишь
Кто забыл, как выглядит Чикакок, я прям... Тем более. Нет, кто забыл, как ты выглядишь, я просто сейчас вывел страничку главную. Соответственно, посмотрите на страничке, как выглядит Чикакок. Зайдете на какой-нибудь большой стримчик, он в основном фуражки прячет, потому что свою большую шевелюру. Да, Александр пишет всегда с вами. Да. Спасибо, брат, всегда в нашем сердце. Да, мы к тебе тоже скоро доберемся. Подожди, только начало. Поскольку плейлист себе подразумевает такие вещи, как называется, то есть специальный гость. Плейлист, в котором вы найдете этот стримчик чуть позже. Можете, конечно же, писать комментарии, наливайте чаечек и пообщаемся. Несколько... С молочечком. О, супер. Несколько вопросов у меня есть как раз-таки к нашему собеседнику. Послушайте, кому будет интересно, кому сейчас некогда, можете посмотреть повторчик. И не забывайте под стримчиком, конечно, комментарии. Я всегда на них отвечаю. У меня уже такой утренний марафончик. Ответы на ваши комментарии. Сейчас будет допросоч. Вот. Но, в принципе, я готов, всегда открыт к диалогу и... Вот. Насчет диалога ты прав. Хотя с моей стороны будут только вопросы, с твоей стороны будут только ответы. Такие вот дела. Итак... Ну-ка, прекратить там эти пиндосские вот эти вот. Ё-моё, Пымчик написал, короче, not let up. Ой, ё-моё, я ж сам язык сломал. Слушай, вот напиши просто, я сижу и слушаю. Нам будет приятно, если ты еще будешь там с чайком или просто с минералочкой. Просто напиши, задолбался. Задолбался его слушать, когда вы замолчите, да? Нет, ну не нас, а в смысле вот по жизни. Да. По жизни. Пыльчик задолбался. Да. Короче, первый пункт, первый вопрос к тебе, Чикакок, Чиканок, кто как называет этого человека, вот такой человек, он утконос, прямо на шапке канала, прямо он такой победитель каких-то таких игр, как ты говоришь, этих рогаликов, просто представься. И меня зовут, всем привет, меня зовут Чиканок, на самом деле меня зовут Илья, вот, мне практически 33 года, живу в Подмосковье, люблю компьютерные игры, ну и обожаю играть с друзьями, конечно же, в первую очередь. Почему и занялся, наверное, Ютубом, потому что был сложный период жизни, вот, и так как друзья там все кто где, вот, решил немножечко посмотреть, что такое YouTube, потому что смотрел ютуберов всяких разных, и думаю, блин, дай попробую. Вот, что из этого вот и вылилось. Ну, всем как бы привет, ребят. С вами Чиканок Стар Супер. Супер. Чиканок Стар Супер. Представился супер. Такие вот дела. Кто не знает, знакомьтесь, смотрите, слушайте. Всем привет, Гидробос, Серега, здравствуй. Зеленый газюлик пишет Бархатов. Я понимаю, о чем ты. Он зеленый газюлик, намек на Among Us. Так, я стримчик. У нас проходит этот Deadloop, по-моему, да? Да. Бываю у него, захожу, дружище. Не переживай, всех посматриваю, да, что интересно, да, прохождение суперские. Мне прям заходит. Да. Не заходит. Кстати, хотел заранее сказать, тогда же намекнуть, те, кто думает, что мы у них не присутствуем на стримах, они очень в этом сильно ошибаются, потому что можем находиться на стриме просто фоном, ничего не писать. Я, конечно же, всегда, поскольку, какие-то манеры есть, поздороваюсь, но бывает такое, что просто охота посидеть именно на Ютубе, в тишине, спокойно посмотреть вас, ваше прохождение, как некоторые четко проходят, как некоторые горят, потому что на некоторых платформах это инкогнито, не так просто, не в таком доступе, как на Ютубе, а здесь я этим занимаюсь. Вспоминать эту платформу вслух. Санчо Серджо. Да, Санчо. Когда сказал Санчо, я вспомнил сразу Санчо Пансу. Знаешь такую тему? Ну, это же это. Это же этот, именно. Дон Кихотыч. Да, именно он. Это литература еще, школа, 6-7 класс, я не помню уже, что это было. Так, итак, следующий вопрос, который у меня к тебе образовался. Драйва, чат, Тим Кенди, здорово. Тимыч, приветствую тебя. Чиканок. На Акуме. Мне нравится. Горишь, бомбишь, удивляешься, как проходит дань везенища, но, тем не менее, шаг за шагом тебе эта игрушка дается. Я прям вау-вау-вау, мои аплодисменты. Да.
Что еще хотел? Так, вот мы давайте... Следующий вопрос. Я хотел, извините. Следующий вопрос, но это нормально, я уже к этому привык, из-за этого я просто подожду, выговориться, лучше тебе дать, и все будет нормально. Следующий вопрос. Цели твои в будущем? Цели будущего. Ну, во-первых, побольше друзей, конечно же. Очень хочется побольше друзей. И сейчас я хочу перепрофилироваться немножко в цель. Больше не развивать, наверное, больше не свой канал, а помогать больше другим маленьким каналам. Как вы знаете, у меня открыта вкладка сообщества. Ребята, там очень много. Можешь, если драйвер сейчас можешь показать, пожалуйста, на экране не игру, а вкладку сообщества. Конечно, конечно. Многие не знают, где это находится. Я Бархатову говорю: Сашка, я вот сделал репост, поставил лайкос. Вот, он такой: а где ты, говорит, это делаешь? Ой, мой поставил. Да, вот, мне приходится как бы вопрос чекану, мальчик или девочка. Девочка, конечно же, я традиционно сексуальной ориентации. Вот, я люблю девушек, поэтому... Традиционно, у него между ног стручок гороховый, да, традиционно. Да, то есть вот как бы, и мне больше всего нравится, наверное, как бы помогать и видеть результат того, то, что ты, наверное, больше кому-то где-то кого-то поддержал, поэтому, ребята, вот вкладка сообщества, можете там, мне кажется, ребята, 8 из 10 вы 100%, ну, 8 из 10 вы найдете там свой канал, это 100%, потому что если я даже сижу потихонечку, вот это не значит, что я не сделаю сюда репост, обязательно делаю репост, обязательно пишу, как бы, да, знакомлю, потому что многие маленькие каналы вы кого-то действительно, правда, не знаете, вот, но вот я стараюсь как бы таким образом вот... Да, там обрезает камера, вон там. Тут, короче, вот я смотрю, вот он, кстати, Бархатов, прям 2 ссылочки подряд, пожалуйста. И моя, Да? все подряд, то есть я Реванент, Богдан, Бархатов, Dark Souls, Юма Play, Милбус, Дани Битс, все, Юля Hot Games, Колдун IT, Зомби, Фадей, ё-моё, Демов Александр, Гидробор, все здесь, Василий Канчи, все здесь есть. Вкладка сообщества работает. Даже на канал Драйвер Гараж у него там есть. Я не знаю, что это за канал, надо будет позже посмотреть. Вообще не понимаю, что происходит здесь. Что происходит? Что? Вообще многие, я как заметил, ютуберы, они стараются как-то в этой вкладке сообщества выдать информацию про себя, Да. а я хочу сделать из этой вкладки сообщества больше как бы помощи другим, чтобы ребята видели другие каналы, знакомились с ними, конечно же, заходили, подписывались, ставили лайки, ну и поддерживали друг друга. Заду Games, здорово, дружище, отлично сегодня у тебя стримочек был по Warframe. Заходил, в чат мне писал, лайкос прожал. Да. Поэтому вот у меня вкладка сообщества, наверное, и, скорее всего, да, мои цели больше помогать, наверное, другим маленьким каналам. Это гораздо больше приятнее мне даже делать, чем развивать свой. То есть, как бы свой канал, что я могу сделать для развития? Правильно поставить теги, написать описание, вот, попасть в какую-то рекомендацию, там, да, как попасть пока еще неизвестно, но если ты делаешь какие-то маленькие детальки, такие как описание, хэштеги, более-менее превьюшечку такую, более-менее хорошую, вот. Ну и если вы жмете кнопку «Поделиться», вот, это тоже очень сильно помогает в продвижении. Поэтому, когда я жму кнопку «Поделиться», я в первую очередь думаю об этом канале, чтобы постараться продвинуть его. То есть я жму эту кнопку, и YouTube такой: ага, этим каналом кто-то заинтересован. Ну, я так считаю, я так думаю, я не знаю, правда это или нет, но это вот чисто сугубо мое такое мнение. Вот, то есть вот такие цели у меня. То есть помогать больше другим, потому что я заметил, что на Ютубе это не просто канал, это не просто набор символов, не просто там за каждым YouTube каналом, в первую очередь стоит человек. Вот, и мне очень интересно, конечно же, общаться с людьми. Я общительный человек, и вот это очень интересно. У меня поэтому очень много появилось друзей. Вот на самом деле таких друзей, которых вот просто сейчас собирай чемодан, и езжай, и все, и, то есть там тебя и встретит, и напоит, и накормит, и спать уложит. То есть еще и контент запишешь сам же, и будет круто. Очень круто, это интересно такой экспириенс. Вот хотелось бы дальше двигаться в этом именно направлении, помощь, конечно же, другим.
Мгм. Не могу как бы там кому-то надо, может быть, финансово помочь, не имею такой возможности, ну, хотя бы вот здесь вот в продвижении кому-то помочь, там, кто-то кому-то зайдет, познакомиться, может, тоже станут друзьями, и это, прям от этого я ловлю, Это конечно, удовольствие. супер. Я прям хотел бы тебе тут добавить. Ну, у меня был еще следующий, конечно, пункт мотивация, но мне кажется, здесь ты в целях и ответила за мотивацию сразу. То есть, ну, Да, друзья все-таки, вот мотивация, да, вот это вот да. все. Очень прям. Евгений, привет. О, привет, Юрец, Бархатов, Юрец, Тимыч, Док, всем здрасте, я всех вижу, конечно же, в чат в один глаз, если что-то будет прям такое, общение ваше, общение в чате, супер, я все вижу, не думайте, что я чат не читаю, но сейчас мы просто даем выговориться Илье, я с чатом смотрю, если что-то прям такое будет, что прям вот, я прям остановлюсь, прочитаю и вперед. Со всем поздоровался, всем доброго времени суток. Показали еще раз, вот она вкладочка, вот так выглядит вкладочка комьюнити. Илья делал здесь опрос, вот такой вот, это было 2 дня назад насчет стрима, когда он отсутствовал 10 дней. 10 дней он не находился на просторах, даже в Дискорде ему нельзя было дозвониться. Вообще, я уже думал, вопрос о миграции стоит, но нет, он все-таки живет по адресу места прожительства, то есть он никуда не свалил, а то бы пришлось бы его долго еще искать. Нет, он далеко не убежал, пока бегать не может сильно, но, по крайней мере, ходит пешком, как мы знаем. Да, Это да. круто, записывает шортс, показывает повседневную жизнь. Идея работает, идея хорошая, молодец. Да, Итак, шорты у меня больше, ребят, как бы для, ну, показать быт свой, да, как бы чем занимаюсь, там вот это вот все. Ну, не то, что я там шорты, вы видите, кулинарию, нет, я просто, мне самому приятно это делать, там, готовить для себя, руки как бы есть, да, руки на месте, голова тоже. Вот, люблю это дело, вот, ну, как вот получается, так получается, там, ну, я не знаю, многие наверняка скажут, блин, качество туда-сюда. Ребят, ну, какой инструмент есть, тем поработаю, стараюсь что-то из этого, как это, выжить, да, из этого по максимуму. Ну вот как получается, так получается. Нравится, не нравится, это уже сугубо ваше мнение. Я на самом деле очень спокойно отношусь к критике, особенно конструктивной критике. Ее на самом деле очень часто не хватает, чтобы ребята где-то там подправили, потому что вот сейчас опять упомяну Just Go Game, который зашел на стрим и говорит, я спрашиваю, звук нормально? Все говорят, да, нормально. Он говорит, Чеканок, смотри, я сейчас смотрю тебя на телефоне, у меня звук гасится. Прибавь себя, я, говорит, тебя очень плохо слышу. Я включаю да. действительно на телефоне свой стрим и понимаю, что да, которые смотрят меня на телефоне без наушников, да, у них гасится звук. Он такой говорит, я сейчас помогу, сейчас тоси-боси, там пару минут, говорит, с собой в Дискорде проведем, или я тебе сейчас настройки скину, попробуй, выстави и сделай. Я попробовал, выставил, я говорю, как сейчас? Он говорит, сейчас, ну зайди сам. Я зашел сам с телефончика, бабах, и у меня все заработало. Такой, блин, ну низкий поклон, как бы, спасибо большое. Приятно, да, потом сразу. Очень, конечно же, приятно, что ребята вот, ну, обращать внимание на такие малости, которые можно исправить, потому что не все-таки можно исправить, где-то что-то подтянуть, так как у меня оборудование, инструмент мой 2012 года, да, там ноутбук и чего, вот, понимаю ребят, которые там, играя на консоли, у них картиночка ровненькая, стабильная, это, конечно, очень круто, ребят, но у меня ПКшка, вот, старый ноутбучик такой уже весь потрепанной жизни, но из него я все равно выжимаю все, что могу, вот, он пока живет, и жить будет, тьфу-тьфу-тьфу, еще как бы, еще постримим и дадим жару. Супер. Да, это Я супер. думаю, всем довольно-таки понятно объясняют свою позицию. Надеюсь, вы что-то возьмете для себя из этого. Но не надо, конечно же, копировать. У вас должна быть какая-то индивидуальность. Просто насчет вкладки с комьюнити, как сообщество. У меня написано комьюнити, но это сообщество и есть. Все, в принципе, логично. Я взял, в принципе, себе пример с Ильи. И если вы зайдете на канал, на канал драйвера в комьюнити, то вы увидите там ссылочки также на другие каналы. Это довольно-таки очевидная тема. Я потому что... Что описание? Описание, конечно, ребят, тоже вот обалденная площадка, да, для того, чтобы не просто написать о какой-то компьютерной игре или там что-то еще, потому что вы как человек-стример, ну, и это сугубо, опять же таки, мое мнение, вы как человек-стример, когда к вам заходит и спрашивает, что за игра,
как бы ты должен рассказать об игре, потому что мало кто, даже из стримеров, да, невезенчий, привет тебе, мало кто из стримеров заглядывает даже в описание или его как-то дорабатывает. Вот, потому что в описании тоже можно поставить хэштеги, и они тоже работают. Вот. И самое, что интересное, я вот как бы, да, завел такую штуку, что я хочу описание забить именно друзьями, другими каналами, чтобы какая-то там, ну, помощь, не хочу кричать такие громкие слова, это реклама. Нет, не реклама, это рекомендация, скорее всего, да, такая моя личная какая-то рекомендация на каких-то людей, которые тоже занимаются, как бы на одной кухне находимся, чё жопами толкаться, когда можем на самом деле все вместе дружно друг другу помочь. Немного это займет вашего времени. Зашел, посмотрел описание, видишь кого-то не знаешь, если этот человек стоит у меня или у драйвера в описании, или я вот захожу кому-то еще, мне раньше нравилась такая позиция, если я увижу у человека в описании много-много каналов, я захожу по ним по всем, пока идет стрим, да, у человека, я заходил к ним на всем и писал, типа, привет, тебе от вот этого человека, нашел тебя у него в описании, чтобы показать, что это работает, понимаете, ребят, это было очень круто, и человек, люди, которые у него были в описании, они потом заходили к нему на стрим, типа, о, блин, привет, давно не виделись, понимаете? То есть я, опять же таки, стригернул этих людей. Они такие, они там, все, я есть в описании, все нормально, все туда-сюда, больше мне, типа, ничего не надо, да, там, он расскажет, он все сделает. Нет, ребят, надо еще, чтобы немножечко и друзья, как бы, да, которые там, зрители, другие какие-то YouTube-каналы тоже прошустрили. Прошустрите прям вот просто банальное описание у драйвера, да, вот сейчас находитесь, прошустрите, возьмите, напишите хотя бы на 5 каналов или на 5 каналов выберите, каких вы не видели, не знали, напишите им по комментарию, и я уверяю вас, из 5 человек 4 точно на вас подпишутся. Прям вот 4 точно, 5 подпишется, но чуть попозже, а вот 4 человека прям сразу к вам зайдут и ответят вам тем же, потому что это такая негласная взаимовыручка, взаимопомощь такая на Ютубе, это очень мне нравится, это прям вот Взаимка, да. всех как-то, да, сгруппировывает, и мы вместе, на самом деле, потому что алгоритм никто не знает, как работает, да, если бы сказать, здесь 2, сложи, получишь результат, да. Здесь непонятно, здесь никаких этих шаблонов нету, то есть, да, как бы действовать по шаблону, тот же, опять же, себе во вред, потому что ты потом от него не сможешь отойти. Как я вижу людей, некоторые заложники одной игры, это очень печально на самом деле, они устают потом от этой игры, начинают перегорать, идут по одной игре, у них это все хорошо получается, да, но человек потом сам начинает уставать от этой игры, а когда он переходит на другую игру, ему говорят, типа, а где эта игра? А почему ты в ней не играешь? А когда эта игра будет? И это все превращается в зацикленность, и человек просто, начинает выгорать на самом деле. У меня вот, не смотрите, что я там не допрошел игру, или что-то еще. Я, конечно, стараюсь допройти игру, да, но там до конца. Это вот как Devil May Cry 3, где я 3 часа лупил босса одного, но я чуть реально с ума не сошел. Но я его добил. Вот, я как бы добил, да, там. Что-то я где-то начал еще, что-то где-то я возвращаюсь, но не стараюсь оставаться на месте. Если у меня нет желания играть в игру, я не буду в нее играть, потому что у меня нет желания. Во-первых, я испорчу настроение себе, да, сидя вот это 2 часа, вот это вот, типа, знаешь, мне не нравится, а вот, типа, мне не нравится, какие я могу выдать эмоции ребятам. Ребята пришли посмотреть как-то, да, там развеяться, что-то пошутить где-то, прикольнуться, посмотреть мои эмоции. У меня эмоции негативные, потому что я не хочу это делать. И ребята смотрят такие, что-то ты сегодня не в духе, да, как бы. Многие, на самом деле, боятся даже написать, типа, там, что случилось. Но на самом деле это очень приятно, когда твоя аудитория как-то интересуется тобой, что у тебя стряслось там или что-то еще, потому что, я думаю, в первую очередь, конечно, открытость людей, она всегда и вот, всегда как бы, подкупает, что ли, такое громкое слово, что подкупает. Подкупает, да, давайте так назовем. Ну да. Подкупает людей, что открытость, она правда, вот ты такой, какой есть, и все. То есть вот такие какие-то мысли у меня по поводу... вот ко мне сегодня зашел старый знакомый мальчик и пишет, что за игра, название стрима для кого создано, я не вдупляю. Да, невезенище. Во-первых, я тебе объясню, почему он тебя спросил, он начал с тобой диалог. Он не мог просто написать «Привет, как дела?», потому что от этого тоже люди устают.
Вот, привет, как дела, привет, как дела, привет, как дела. А он решил с тобой завести диалог именно вот таким образом. А что за игра, понимаешь? Да, он видит, что у тебя за игра. Думаешь, он не знает, что это за игра? Он просто у тебя спросил, чтобы завести с тобой диалог. Да, хотел пообщаться, я так считаю в этом. Да, 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 просто чтобы начать какой-то с тобой диалог, чтобы пообщаться с тобой. Это как бы вот, ну это все проще простого. Привет, Плейгеймич. Здорово. Серег, привет. Сережа, Серег, блин. привет. Да, ответил на этот пункт. В принципе, согласен насчет этого. Я тоже заметил. Раньше такой думаю, блин, есть такое, да, есть, заходит, спрашивает. Есть некоторые прям, ну, название прочитали, но они все равно не знают, что это за игра, потому что они никогда в это не играли. И, скорее всего, и поэтому и спрашивают. Но, как бы, в этом месте я прям с Ильей прям сильно соглашусь, потому что они реально, ну как сказать, вот создается вот этот вот как бы контакт, то есть общение между подписчиком, да, между зрителем и стримером. Ну и в принципе, если здесь как бы его проигнорить или послать, как бы, ну сам можешь потом не удивляться, если кто-то отпишется, потому что ну, они пришли как бы здесь пообщаться. И это мое, чисто мое сейчас мнение такое, или я тоже так же сказал. Да, если к тому же нет желания, может записать летсплей, но потом как бы, ну, а здесь, получается, они смотрят у человека стрим, то есть живое общение, получается, ты здесь, то есть на другом, ну, на канале присутствуешь, можно тебе написать напрямую, и это как бы людей больше интересует. И здесь как бы такая тема, да. Очень супер, потому что я иногда тоже знаю, что за игра, но дело в том, что я захожу, как бы, ну, опять же, пообщаться с людьми, потому что много игр, которые я вот смотрел у других ребят, я общаюсь не с игрой, я общаюсь со стримером, с человеком. Это в первую очередь, да. То есть мне игра это... Большинство игр, которые играют люди, как бы они крутые по-своему, но поскольку игр много, и люди все разные, вкусы всех разные, и как бы здесь разъезжаются мнения, и как бы я здесь просто, ну, я игру зашел, допустим, я смотрю, он играет, игрушка классная, но я знаю, что для меня я в жизни играть не буду, я общаюсь с человеком, со стримером, да, вот именно вот это все дело. Антох, Таня, о, базука, Антоха, здорово, хорошего всем настроения, здорово, Антон. Спасибо, что забежал. Тут, смотри, все здесь. Я уже думал, все, тут тишина что-то такая в чатике. Потом смотрю, тут 2 человека заходят, и началось. Всем очень рады, и всех очень рады видеть. И уже я даже еще года не стримлю, а уже знаешь людей по никам, знаешь по именам. Уже какие-то такие стали родные, что ли, да. То есть мы видимся, можно сказать, чуть не ежедневно. Ну, то есть 6 раз в неделю мы точно видимся. Это круто. Так же самое приятно, когда тебя нет день, 2 или 3 нет на ютубе, заходишь и все спрашивают, что случилось, где был, и это круто тоже, ну, то есть интересуются тобой, опять же, очень приятно. Итак, вопрос следующий, точнее уже 4-й вопрос. Вопросов вообще много в принципе не будет, этот стрим не задуман мной, чтобы сидеть здесь 5 часов, если честно, но... Посмотрим, как получится. Следующий вопрос, не менее важный, особенно кто держит такую связь со своей аудиторией, со своими подписчиками, да, комментарии. Как ты относишься к комментариям? Отвечаешь ли ты на все комментарии? Что ты вообще игноришь комментарии? Было у тебя такое, что ты прям на какой-то комментарий не ответил или в черный список кинул? Вот здесь вот именно вот просто вот грубо комментарий, и здесь как бы хотелось бы послушать твою точку зрения. Так, по поводу комментариев, конечно же, я читаю все комментарии, я стараюсь как можно больше ответить, не всегда мне хватает времени, я признаюсь, вот, потому что все-таки личная жизнь это личная жизнь, да, интернет-пространство это интернет-пространство. Сегодня мне написал комментарий, у меня был на проверке комментарий про... Что-то там было про снежного человека, ребята. На итальянском языке комментарий про снежного человека и что-то там такое замудренное. Я не понял, почему мне отправили его на проверку, потому что там были какие-то типа как бы что что-то очень замудренное про снежного человека, там и туда-сюда. Вот. На проверку слова какие-то были непонятные, но я взял все равно и ну, ничего там такого запрещенного, матерного или оскорбительного не было. Я, конечно же, ну, опубликовал это
пускай человек как бы, да, видит, что опубликовано, все нормально. По поводу комментариев, конечно же, читаю. Многие комментарии меня просто радуют. Прям прям вот до усачки, ребята. Очень интересно, очень клево, когда ты видишь фидбэк, да, не просто написали клевое прохождение, отличная игра, да, а где-то что-то там вот как, например, вчера я просто проржал с Bartleby, да, если ты здесь, мне очень понравилось, типа, блин, у меня, говорит, такая же тарелка, как у тебя, я такой, фига, мы, типа, знаешь, братья по тарелкам, я такой, типа, братья по О, тарелочкам, знаешь, очень классно. Да, ребят, я, конечно же, а, вообще обалденно, очень нравится, смешные, особенно они прям улыбают, радуют, да, с утра заходишь, так, комментарии сразу же первым делом, как ты, Олегович, и говорил, что очень-очень круто почитать комментарии, вот, и, конечно же, ответить на какие-то, да, ну, я в основном сейчас просто говорю, ну, даю такой фидбэк, что, типа, ребят, я вас прочитал, да, вот, не просто нажал вот на эту кнопочку, да, там, сердечком, а что я прочитал, вот, ну, просто как бы не хватает сейчас мне очень времени, ребят, у меня очень как бы загружена жизнь сейчас, мне надо там и домашние дела делать, и личную жизнь строить, и про здоровье, конечно же, про свое не забывать, это прям вот, ну, видите, да, я уже здоровье на третью позицию поставил, хотя раньше у меня был на первом, но сейчас вот у меня есть дела домашние, да, у меня есть вот личная жизнь и здоровье, немножко здоровья я уже подпустил, потому что оно укрепляется, вот, поэтому вот как бы вот с этим, конечно же, огромное спасибо, очень приятно читать, и, конечно же, я стараюсь прям вот, ну, по максимуму кому-то написать, очень нравится, на самом деле, мне больше, скорее даже писать комментарии, хоть многие ребята сейчас такие, блин, что-то вот куда-то пропал я, не, ребят, очень где-то кому-то я вот прям вот смотрю, не то, что где-то кому-то вот попадается, да, там вот знакомый бах, там, да, Катерина Найс, вот, допустим, тут мне написала отличное прохождение, там хорошая игра, там спасибо за позитивчик. Я ей пишу под своим же комментарием, что я смотрю ее канал, что я говорю, а у тебя Вовчик был неплохой, а у тебя вот здесь вот было типа коопчик, да, там неплохой. А она такая, ха-ха-ха, типа спасибо. Я дал человеку понять, что я смотрю канал, вот, но просто не хватает иногда времени написать какой-то комментарий, да, там не хочется писать вот это вот 4 слова, как там, да, как все говорят, заявляют, что вот надо написать не меньше 4 слов. Не хочется просто писать пустой комментарий. Очень хочется написать комментарий по смыслу, да, немножечко вникнуться, немножечко понять ситуацию, как человек проходил, с каким настроением был, было ли мне смешно, потому что некоторые смотрят стримы, блин, офигенно, смешно, ржачно, где-то м, бомбил, где-то что-то еще. Не хочется просто писать комментарий для того, чтобы поставить комментарий. Хочется немножечко еще ознакомиться с человеком, потому что в первую очередь за канал это не просто игра. Игра это все фон. Самое главное на канале это вы. То есть вы стример, который занимаетесь этим делом. Всем нравятся только живые эмоции. Ну, то есть вы. А остальное все это оформление, игра, это все вот оно все такое второстепенное. Если, конечно, ребятам, ну, нравится, вот, то обязательно прилетят комментарии. И очень хочется на все ответить, не хватает времени. И, ну, многие ребята, вы уж извините, Даня, вот, допустим, Везинич, да, смотрю его канал, нравится канал, очень много мне подсказок напихал по поводу Бэтмена. У него сегодня был второй стрим по этому, скажи мне, скажу тебе, человек в экзокостюме, вот так вот, да, Кразис. да, Crysis вторая часть. Вот, дружище, я смотрю, у тебя сегодня был второй стрим. Я смотрю, но именно времени не хватает, чтобы вот ответить, да, я где-то вот, получается, где-то вот набегу, ну, в моем случае, ползу, да, к своей цели потихонечку здесь, вот, но все равно как бы чик-чик-чик-чик-чик, к ребятам зайду, посмотрю, вот, и вижу, куда вы двигаетесь, вижу ваше развитие, очень приятно смотреть на то, что вы прям развиваетесь. Это прям вот мне, ну, знаете, как бальзам на душу. Я вот прям вот нахожу в вашем контенте, в росте вашего канала какую-то свою отдушину. Ну, такой, блин, вот молодец парень, да, вот он развивается, мне прям это кайф. Очень нравится, конечно же, у Олега вот эти 365 дней, да, вот это вот челлендж его. На самом деле он просто какой-то драйвер you crazy, просто хочется спросить, но нет, он уже фигачит, у него вот-вот уже скоро, да, будет 48-й сегодня.
сегодня будет 48-й уже, и уже так, знаешь, я когда он затевал эту идею, я думаю, блин, ну вот даже интересно, получится, нет, да, как бы так, не то что сомнение, а любопытство у меня было, не сомнение, а любопытство, вот, потому что на каждый день контент, ну, это... Кстати, по поводу, да, как ты тут смотришь на это? Получается, не? Очень прикольно. Я прям, вот знаете, ребята, у вас просто у всех видеоигры, вот это вот все, да, видеоигры. У Олега выходит, все, где-то идет, глаза пучит, что-то говорит, кому-то что-то купил, в магазин зашел, вот, и я прямо такой, блин, круто. Вот знаете, такая отдушинка, небольшая отдушинка на Ютубе, потому что компьютерные игры, когда сам ты еще компьютерный игрок, да, это просто немножечко мозги, ну, перегружаются, скажем честно, да, потому что везде компьютерные игры, одному, второму, третьему, пускай они даже и разные, все равно это компьютерная игра, да, а тут такая отдушина. Спасибо, кстати, еще раз, Олегович, за такой контент, потому что я как посмотрю на российский YouTube немножечко подизменился, у меня даже вот в шорцах человек Brawl Stars пришел. Brawl Макс, привет. Я ж тебя жду полчаса уже. Здоров, Макс. Макс, ну что? Здравствуй, Макс. Подизменился в плане подизменился. Рассказывай. Теперь, если ты уже задел эту тему, вот смотри, Макс до того стал за один стрим узнаваемый, все пишут, человек в шкаф пришел. Это просто, понимаешь, Человек, Макс, молодец. вот ты сам себе такую внегласную рекламу сделал, что тебя запомнили с одного стрима и прям уже прям понимают, о чем речь-то. Ё-моё, красавчик. Вот, понимаешь, человек добился своей аудитории, поймал, зацепил на шкафом. Не каждый день такое встретишь, кстати. Вот человек добьется что-нибудь твоим упорством, да? Что ты имеешь в виду насчет подизменился? Или в плане контента, или что именно? В плане контента очень сложно найти какой-то другой, ну как сказать, другой контент в плане того, что где-то, как бы это сказать, у меня в шортсах в последнее время просто висит 2 канала. Они не меняются. То есть эти видосы были 3 года назад. Ужас. Сейчас они 3 года назад были, да, они ржачные, все дела. И эта лента, она не заканчивается. То есть я как будто ее по кругу кручу, новое что-то туда не добавляется, а вот именно они, и что самое интересное, я на эти каналы не подписан. Но я когда захожу в шорты, Как так-то? только 2 канала. А почему наших шортсов? Не шорты записывают другие люди. Другие, понятно, что шортсов на Ютубе тьма тьмущая. У меня в Море. шортсах на телефоне, да, я листаю 2 канала. Все, вот я вот в ленту зашел, мне там разнообразие показали, в шортсах, да, разнообразие показали. Я, допустим, вот это интересно, мне что-то бах, и начинаю листать, и у меня только 2 канала крутятся, больше нету. Причем эти 2 канала, которые видосы 3-годичной давности. И чтобы из этой, знаете, как Deathloop, да, там, привет, в Deathloop попал, вот, в шортслуп такой получается. Круговорот. Круговорот, да, мне приходится выходить, и знаете как, получается, там есть такая лента, и только в ленте уже я могу что-то где-то полистать. Да. То есть какой-то контент найти у кого-то, у тебя, допустим, драйвер, бабах, мне выдало, я на твой жму, я думаю сейчас, ага, то у тебя новенький вчера, да, вышло, я такой нажал, ага, начинаю следующий, меня опять перекидывают на те 2 канала, которые там вот, ну Мистика. вот есть. Да, ну нет, ребят, это на самом деле не очень-то смешно. Шортсами как день сурка. Согласен, ребят. И вот никуда не могу выбраться. То есть я нажимаю на твой свежий шортс вчерашний. Вчерашний, да, у тебя был с пельмешками. Позавчера у тебя был Доширак Квисти. Да, кстати, и то сработало. Я просто обалдел. И опять же подтверждается моя такая гипотеза, что ли, когда с котенками или с едой, что шортс, что тикток, что это все работает, да, и вот видите, оно... Вот Чиканок сделал шашлык, 1500 просмотров, прям на ровном месте. Мясо, котики. Да.
Котики мясо. Котики равно мясо. Мясо равно котики. Люди любят кушать, люди Очень. очень любят, люди любят кушать, особенно они в последнее время используют YouTube даже как в качестве кулинарной книги. Я вот Конечно, это уже давно. за 1 минуту, то есть узнать какой-то быстрый рецепт, который просто тебе Во, раз, 2, 3 очень удобно. объясняли. Очень на самом деле удобно, за это на самом деле идея очень хорошая, кто там первый это сделал, то есть там, молодцы, ребят, блин, это круто, это очень Да. круто. Мясо из котиков. Базука ты. Антоха! И ты, Серега, туда же. А если мясо из котика, да? Так, это получается сейчас к нам аудитория из Кореи присоединится, короче, такие корейцы, да, такие. Так, где тут мясо из котиков? Пирожки с Нет, котятами. мясо с собаками. Точно. Ну, слушай, собаки от кошек-то недалеко убежали. Так, давайте не будем домашних питомцев. Люблю. Не будем домашних питомцев кушать. Беляши нужно снимать. Кстати, да, беляши. Помогите мне, я хочу сообщество на канале. Так, Брау Макс, ты уже 5 раз написал. Если будешь еще раз писать 5 раз, я тебя отправим отдохнуть. Но ты упорство, это, конечно, хорошо, но просто ты часто одну и ту же информацию не пиши. Это как бы чуть-чуть засоряет чат. Так, просто тебе культурно напоминаю, а то у нас ключей гаечных много в чате. Так, я прочитал твои сообщения, конечно же. Так, ну насчет комментариев ты, в принципе-то, ответил на вопрос. Вопрос следующий. Что думаешь делать дальше? Дальше. Планы на будущее. Ну, наверное, планы на будущее, скорее всего... Хотя бы в следующий год примерно. Следующий Ну вот, то есть я имею в виду, вот, то есть вот от сегодняшней точки, давай сегодня возьмем 18 мая, как ты видишь себя 18 мая в 2023 году? живым. Это уже радует. Да. Давайте опустим. Живым. Ну... Прочитай чат, это последние 2 записки. Или канал «Как готовить шаурму». Ну, Следующая акция «Купи 10 беляшей». 10 беляшей и собери кота. Это да, есть такое. Оцени, кстати, мою новую... Антоха, вот это очень круто. Так, подожди, Антон, я вот так возьму, смотри, это мне вот такие вещи прям, смотри, прям в закреп ставим. Круто. Да, шуточка юмора. Почему нет? Базука за такой четкий юмор, такой прям лайк, сразу тебе лайк сразу. Да, публика. Так, Макс, мы оценим, конечно же, твое оформление чуть попозже. У нас, как вот такой сегодня специальный гость, можем как-нибудь с тобой также пообщаться, если хочешь. Все будет нормально. Через год, что я вижу? Ну, то есть вот от сегодня, 18 мая 23 года, как думаешь, что произойдет с тобой? Года оформление, конечно же, канала изменится. Думаю, оборудование я себе приобрету. Обязательно, в следующем году обязательно в этом году оборудование меняем, ребята. Берем себе новый инструментыч, чтобы наши стримочки летели. Вот, конечно же, хочется... как сказать, побольше бы уделять времени Ютубу, потому что он и так жирает, да, там, когда начинаешь заходить на каналы друзей, потому что я сегодня проснулся, бабах, а у меня 48 колокольчиков сработало. То есть, понимаете, да, утро с 48 YouTube живет. и ты такой, типа, я чё, вот, когда, вот пока эти 48 каналов обойдешь, хотя бы банально по лайку поставить, это прям так, кыц, а лайк просто так не ставишь, обязательно хочется и посмотреть, немножечко вникнуться, да, что происходило на стриме, там, да, где-то что-то чуть-чуть подмотаешь, посмотришь, человек, как он себя ведет, как он себя чувствует, да, как он там, делит своим позитивчиком, такой, ага, или как наоборот, вот, очень время затратное это, но в тот же момент, когда нарываешься на какой-то канал, и там прям все кипит, все бурлит, такой, блин, вот это кайф, да. На самом деле, активности в чате хочется прям, не такой большой, как я не знаю, там у канала миллионника, кого там 100 человек в чате, я думаю, просто некоторые даже из моих там вот сторожил, я просто буду не успевать их читать. Это будет стремновато мне, да, потому что все хотят, чтобы вот, у нас пример, да, наш админыч Плюмыч, вот, постоянно там, знаешь, напишет там текст тебе такой большой, там, как где-то что-то, вопрос какой-то, или что-то, наоборот, об игре какой-то там, или мнение свое, вот, его пропускаешь, он такой, блин, я там такое, говорит, тебе сообщение, написал, типа, да.
Ну, охота как бы не упускать такие моменты, конечно Да, же. хочется, конечно, не упускать, но когда чат летит, это, с одной стороны, это приятно, с другой стороны, где-то кого-то можно так нечаянно обидеть, да, то есть вопрос, ты не прочитал мое сообщение, неуместно, когда в чате там, да, допустим, 12 человек когда пишет, ну, просто 12 человек пишет, все что-то там, кто-то о своем, кто-то о чем-то еще. Очень хочется, да, чтобы ребята между собой общались. Это очень приятно, когда ты, допустим, играешь какую-то игру, тебе игра нравится, чатик еще между собой общается, какую-то подсказку, где-то что-то. Прям вот это прям, конечно, супер. Не знаю, по поводу... Сейчас монетизация в России, конечно, слова такие громкие. Никогда за ней не стремился. Всегда было интересно, что это, как это работает, да, то есть вот, ну вот этот момент, аспект мне, наверное, был интересен, типа, ага, тут есть монетизация, а как это работает? То есть у меня не то, что я сейчас там вот это вот сделаю, сейчас тут бабки лопатой начну грести, нет, ребят, это очень большой труд, это время затратно, это прям вот надо работать, именно работать вот на свой канал прям надо работать, и как люди открывают свой бизнес, да, это и Да-да. вот они вкладываются туда там, и поехали у них там вот туда-сюда, и вот у них, они спать ложатся с мыслью о нем, и просыпаются с мыслью о нем, да, у них вот из жизни, некоторые аспекты жизни их не просто, они не то что уходят на задний план, они просто стираются, они вообще просто растворяются, потому что надо как бы все свое время уделять на это, чтобы это работало на тебя. Сначала ты работаешь на это, потом это работает на тебя, и это вот, это по-другому никак это не работает. Это не будет такого, что ты соснял видос или там на стриме посидел, побомбил, сломал 2 клавиатуры, с утра проснулся, и ты знаменитость. Нет, ребята, это так не работает, это прям вот каждый день надо прям вот, надо работать, 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 работать. Поэтому через год, конечно же, хочется увидеть... Ну, я, в принципе, уже, на самом деле, более чем рад, что у меня сейчас есть. Я очень-очень-очень этому прям доволен. У меня открылась вкладка сообщества, от которой я тоже так шел, и у меня уже давно была мысль, блин, я не буду делать эту вкладку сообщества, ну, для меня, для себя, да, где там, ребята, у меня сегодня стрим, вот смотрите по такой игре, аватар, там, эту Как картинку делают поставил, большинство. да, картинку поставил, смотрите, я тут улыбаюсь вам, все, заходите ко мне на стрим, у меня будет стрим. Те подписчики, которые есть, да, они, если как бы тебе нравится, да, или там нравится твой контент, у них всегда включен колокольчик. Это вот прям вот безоговорочно, всегда включен колокольчик. Если это там твои друзья, они всегда к тебе зайдут, просто напишут, чел, прожал лайк, М, вот, прожал лайк, все там был, как бы, да, уже приятно, что человек Очень. не пропустил, не забыл, а именно просто навестил себя там, да, мы все как бы взрослые люди, да, понимаем, что на времени на все не особо-то хватает, то есть хочется всех прям, вот всех хочется прямо вот, вот, если была бы такая, да, там, если меня было бы 3, вот, я бы, конечно же, у всех бы сидел, то есть, знаете, да, там, я могу и 19 вкладок открыть. Just Go Game, как говорится, в ВКонтакте, опять его упоминаем, прям вообще показывает, да, он теперь он уже 3 площадки задевает. На 3 площадках он везде где-то что-то есть. Это, то есть, вообще человек какая-то машина. Машина, То да. есть он где-то на работе, а у него YouTube работает на другие каналы, он фоном, он где-то висит, он вот это вот все. Сейчас, извините, секундочку. Мгм. Ну, я чатик пока прочитаю. Макс, я вижу, конечно же, твои сообщения. Поскольку Илья говорит, я не перебиваю. То есть у нас такой идет диалог, не монолог. Из-за этого все-таки сперва даем выговориться Илье. То есть он отвечает на вопросы, и потом я уже смотрю как бы чат между вопросами. Так, Через год, вот сейчас закончу, да, свою вот да, эту давай, мысль. давай. Что бы я хотел видеть через год? Конечно же, какую-то крепкую свою аудиторию, которая будет не то, что прям тебя боготворить, будет просто с тобой приходить, общаться с тобой. Ну, я что и пришел на YouTube, еще раз говорю, найти друзей. Вот, друзей нашел. Я думал, это как-то будет, знаете, как социальные сети, да, там, выбираю город Москва, добавить в друзья, да, здесь так не работает. Здесь я смотрю, меня Беларусь, Казахстан, Украина, Германия, там еще какие-то страны, которые я даже не могу выговорить. Я языка этих ребят
ребят не знаю, представляете, языка не знаю ихнего, а они заходят, там, да, благодаря там админусу того же самого, опять же таки, упомяну Плюмчика, который просто не раз меня выручал в этом моменте, что заходят англоязычные ребята, да, начинают там, можно с тобой сыграть, я говорю, Плюм, пиши, что не можно, а нужно со мной, и мы вместе, знаете, и это так все объединяет, и ты сидишь, и ты понимаешь, что ты не просто где-то там сидишь в Подмосковье и играешь, да, а тут у тебя за спиной целый мир, то есть прям вот целиком планета Земля, которая вот просто, ну, до конца еще не изучена, да, там возьмем вот эти океаны и моря, вот это вот все, а тут вот оно, просто другие страны, другие континенты, и ты такой, ёшкин-матрёшкин, Австралия, это где? Новая Зеландия, это что? Это... Новая Гвинея, это как? Это там, мне постоянно думал, что там люди в этих в банановых листах ходят, да, свои, как бы, срамоту свою прикрывает, а тут нет, он сидит с тобой через интернет, с тобой сидит, общается, играет еще с тобой, и еще к тому же тебя коробку разбирает, и ты такой, о, нифига, это очень интересно, это прям вот такой опыт именно вот, ну и через 23 году, через год, конечно же, хочется приобрести себе новое оборудование и, конечно же, ну, крепкую такую сильную аудиторию, которую мы бы могли вот так вот толпой, если что, там вот, допустим, как канал, допустим, Бархатов Плей, да, возьмем, маленький каналчик, прям просто, так, ребята, погнали, Бархатов Плей, сейчас мы просто ему чат разорвем. Рейдик такой. Подписок ему сейчас накидаем, чтобы он прям просто охренел от этого. Вот, и да, рыбный суп очень вкусный, за это держал, дружище. За рыбный суп, как бы, вот, отдохни на 30 секунд. За рыбный суп, спасибо тебе, я тоже люблю рыбный суп. Вот. Вот какие-то вот такие вот цели, наверное, на следующий год. Это вот прям вот, да. Вот такие вот. Хорошее оборудование, конечно же, себе приобрести. Ну, мы к этому движемся, кстати, да, насчет... Это огромное спасибо, конечно, моим, ну, вот вам, друзья мои, вам обязательно, прям вот, ну, просто низкий поклон, ребята, от души, душевно в душу, что вот Смоки Гейминг, здорович, из Украины, в Украине мир, добра и процветания, конечно же. Вот. Благодаря вам, ребята, конечно, мы вот потихонечку мы уже приближаемся к такой моей маленькой заветной мечте, как игровой ноутбук. Как я сейчас заметил, цены, когда там, да, они подлетели вообще до каких-то нереальных небес, и я такой... Это все, походу, моя мечта, моя цель куда-то отодвинулась. То есть я шел к ней, она такая прыг от меня еще на 2 метра. И я такой, ё-моё, я же тут по сантиметрику по чуть-чуть приближаюсь к ней, она прыг на 2 метра от меня. Я такой, и я приплыл, вот, а сейчас смотрю, так раз, она опять на метр ко мне ближе стала, я такой, ну все, потихонечку, полигонечку, я в этом деле не тороплюсь, огромное, конечно же, спасибо Олегу, драйверу, что поддерживает всегда, ну, твердой валютой, скажем так, да, валютой прям поддерживает, за это ему огромное спасибо, то есть донат мы уже до 25 тысяч насобирали, все лежит, все ждет, вот. Поэтому инструмент обязательно приобретем, ребята. Будет инструмент пушка просто. Вот сейчас я посмотрел, так что я себе возьму, да, вот этот игровой ноутбук, да, вот этот инструмент. У меня там будет сразу экран хороший, и видяха хороший, и все порты, все будет вообще отлично. Будем лететь. Вы видите, как я делаю стримы на ноутбуке 2012 года. Ну, представьте, что мы будем делать тогда на ноутбуке там 2020 года или 2021 года, да, то есть там будет трэш, который, то есть мы сейчас вам как бы из кулисы говорим, что у нас открыто там 19, да, ну, допустим, там 9 стримов, да, открыто 9 стримов. Ребята, я вам покажу в прямом эфире, как мы это будем делать. И мы это будем делать вместе с вами. Поэтому подписывайтесь на канал обязательно драйвера, вот, ну и я... Как бы Чеканок Стар Супер всегда с вами, ребята. Всегда можете написать мне куда-то в Discord. Вот, и если что-то еще там хотите пообщаться, вот, всегда тоже рад. Единственное, что у меня очень мало времени, потому что я время сейчас немножечко на себя начал тянуть, потому что мне и здесь надо, и там надо, и тут надо. Ну, огромнейшее вам спасибо, ребята. Лучше между стримами 2 дня пауза, шорт записываешь, и потом прям один день, ну прям хороший стримчик, ну,
не обязательно что-то ежедневно себя мучить, и ты сам выгоришь, и аудитории будет неприятно. А вот когда тебя не было, там, скажем, недельку, да, 5-часовой стрим, все прям соскучились, было общение, живой чат, все было круто. Ну, в таком духе, я думаю, я это тоже вижу, как бы, да. Намного было бы лучше, если бы, допустим, ты вот каждый день делал 5 часов, это рано или поздно уже будет не то. Потому что чувствуется не та энергетика, потом ты устаешь. Это все-таки я раньше тоже смотрел на это, но что там стримеры там, что они там делают? А сам там раз на 2 часа тут как меня в пот бросит, оказывается, это все не так просто, да. Есть такие, есть какие-то моменты, которые потом начинаешь задумываться, но я вот смотрю, некоторые так сидят спокойненько, там 5-6 часов. На самом деле это не все так просто, но я больших смотрел, даже наших в Германии, у которых там аудитория от 20 тысяч до 150, то есть они это уже делают как работа. Они не ходят на работу, они занимаются стримингом, и это тоже не просто, к сожалению. Кто думает, что это все просто, деньги с неба не падают нигде. Даже мне недавно такое прилетело, вот, типа, я в Германии живу, и один классный человек подтвердил вчера прям вживую на стримчике, в прямом эфире, то, что он со мной познакомились, мы с ним, контакт был, так, пообщались, все круто, я у него, он у меня, заходим на стримчики, общаемся, и мы общались по личке, да, и он посмотрел мой видос, он говорит, вот, он, говорит, нашел человека, который говорит на Ютубе, что здесь ничего с неба не падает, потому что большинство за границей думают, нет, это понятно. Большинство думает за границей, что у нас в Германии там, деньги падают с неба или еще что-то. И я вам как раз-таки показываю моими влогами, что я такой же обычный человек, как и все мы. Здесь нет ничего особенного. Здесь, ну, если на работу ходить не будешь, конечно же, с неба тебе ничего на голову не упадет, кроме того, как града или кто-нибудь бутылку бросит по голове, будет больно, но я имею в виду, чтобы здесь жить, каких-то определенных высот или каких-то определенный комфорт достигать, тебе также надо ходить на работу, как в любой другой стране. Это просто логичная, нормальная тема, то есть... Сидя на жопе, под лежачий камень вода не течет. Да, тем более. А у меня работа еще на секундочку, вот так, в камеру, вот. Видите? Стримит, ребята, Серега стримит, вижу, он в Снайпер Элите. Ну был вчера уже круто. Зайдем к нему, конечно, попозже обязательно тоже. Конечно, зайдем. Дело не в этом. Дело в том, что это все так, и таким моим видосом я вам как раз таки показываю именно, что это не все так, как большинство думает, что за границей где-то, где живут люди лучше, чем вы, допустим, в своей стране, что здесь у нас все просто, все на голову падает. Нет. И мы здесь тоже должны на работу ходить, ездить. Я очень знаю много людей, которые на работу ездят по 200 километров в день на автомобиле, на личном, понимаешь? Это не все так просто. И еще раз напоминаю, ничего на голову здесь просто так не падает, кроме того, что прилетает с ураганом. Это факт. Следующий вопрос в моем листочке, это как ты познакомился с драйвером? Хотя я уже напоминал на твоем стриме, я уже говорил, как я познакомился с тобой. Я бы хотел услышать с твоей стороны, как ты познакомился с драйвером. Сидим с ребятами, значит, общаемся, во что-то играем. У меня тогда не было ни вебки, микрофон какой-то там трещал, пердел, вот, постоянно и вот этот звук работающего жесткого диска на фоне, то есть вы понимаете, да, что такой увеличенный, наверное, 100 крат. Особенно, когда начинаешь говорить, а говорю я много, потому что такая, ну, я не могу сказать, ну, работа. Ты уже подчеркнул, что это работа. Будем относиться к этому тогда как к работе, да. Ну, это хобби, это развлечение, вот, это какие-то деления эмоциями, но все равно в определенный момент оно так бах и в работу превратилось. Вот. И, в общем, получается как, сидим с ребятами, я, Плюмчик, Крей, был еще у нас анимашник, манго, вот, ну там человек 5-6, может, мы так сидим, ля-ля да поля, заходит какой-то драйвер, вот, начинает, как же ты, как же Вспоминай. так получилось? Ты, по-моему, начал что-то писать по поводу, что у тебя тоже, по-моему, есть канал, типа, или мы видосы смотрели, и ты говоришь, зайди на мой канал, посмотри. Что-то в этом таком роде, потом прилетает от тебя какой-то безумнейший донат,
Нет. Донат был в момент, когда стрима не было. Мы посмотрели твой канал, вот, поржали, типа, знаешь, блин, прикольно, что там дядька какой-то на мотоцикле ездит, фига себе, да еще и в Германии, да и он еще и по-русски говорит. Я такой, ух, наши в Германии, типа, прикольно, мощненько, вот. И я там ребятам говорю, типа, ну, э, подпишитесь или не подпишитесь. Нет, по-моему, подпишитесь не говорил. Потом ты меня ВКонтакте нашел, ВКонтакте мне написал, Вот. что, типа, почем пиар, что ли, ты как-то так. Ты сказал, почем аудиторию, что ли, продаешь, что-то такое. А я еще такой говорю, моя аудитория не продается, типа, что ты мне тут пишешь, какие деньги, туда-сюда. Вот, я, типа, начинаю вот это вот говорить, и ты такой, типа, ну, ты не туда тебя куда-то понесло, чеканок, типа, успокойся, вот. А я как бы Подгорело чуть-чуть. подгорело чуть-чуть, да, вот. Ну, может, и подгорел, может, и нет, но как бы было прикольно, вот. А потом, то есть мы сидим на стриме, там просто драйвер какие-то суммы кидает, вообще там, то есть я какой-то донат, там 100 рублей, я офигевал от этого, да, ну, нифига, здесь еще и деньги дают, вот. И я хотя там ссылочку все сделал, но вот, ну, я почему-то думал, что меня это никогда не коснется, вот, потому что я такой удачливый человек, вот, и такой думаю, ну, ладно. Вот, и тут прилетает какие-то гигантские какие-то суммы, он начинает кидать. Потом мы узнаем друг друга поближе, он еще подкидывает. И, типа, говорит, типа, все, я тебя понял, давай там работать вместе. Плюс ко всему получается, мы закинул донатик от души. Илюха Чеканок, я тебя там на инструментик закинул донатик от души. Спасибо огромное, Бархатов Флейн. Но в момент не трансляции лучше не закидывай, да. Они гасится, потому что говорят, это какое-то мошенничество, они разбирают это, посмотри обязательно. Я посмотрю. Мы посмотрим. Бархатов обязательно посмотрю, ну просто в момент, когда ты вне стрима донатишь, они считают это за какое-то мошенничество. У нас с драйвером так было, он закинул мне деньги, я ждал 60 дней я ждал, да. Да почти там у тебя, да, более 2 месяцев это все продлилось. Это было обидно, была сумма не маленькая и обидно было. Сумма не маленькая, да, я потому что еще им говорил, типа, ребята, ну давайте это, я вам сейчас приведу человека, который мне это сделал, я вот у меня канал, вот у меня развитие, я с ними там боролся, боролся, а они говорят, типа, ничего не знаю. Все, это автоматическая система. А я помню, Чеканогом начал общаться, а потом он пропал, и я за него очень переживал. И он вернулся, я очень рад. Спасибо, Базук, огромное. Спасибо, Базук. Смотрю, у тебя там на канале GTA-шечка опять, да, там летит. Вот, все нормально. Ну и вот, в общем, как-то вот так вот. У меня еще был человек, с которым я тоже сотрудничал, мы друг другу помогали, как бы в этом плане. Когда он увидел, что мне начинают прилетать донаты, он начал оскорблять меня, что ладно, меня начал оскорблять, нет, знаете, оно там, называй хоть горшком, только в печь не ставь, да, вот, и он начал сказать, что Чеканок продался там за донаты, тут еще 5-10, я говорю, в смысле, я продался, вот там тебе, типа, донаты приходят, а мне не приходят, я говорю, ну, что, ну, это сугубо твои вообще, как, да, твои дела, твои проблемы. Почему? Ну, у меня получается, у тебя не получается, но мы вроде как вместе. Короче, там посыпались на меня ряд оскорблений, и я драйверу как бы так предложил, давай, ну, вместе, что ли, попробуем, типа, ну, я готов тебе помочь. Я смотрю, ты мне как бы, это от зависти. Возможно. Всяк бывает. Возможно, да, так бывает на самом деле. Какой? Спасибо, ребят, спасибо. Всем огромное, конечно, спасибо за вот эти вот. Я чат смотрю одним глазом, все читаю в чате, заранее говорю. Не думайте, что мы не читаем, я чат читаю. Всем спасибо. Серега, Бархатов, Базука, все активные, молодцы. Ссылочку я закинул на Серегу, вот он в закрепище стоит. Если что, забегайте к нему, напишите, что мы с тобой, чтобы все нормально было, да, чтобы он там играл, прям по кайфу было. И ему будет приятно очень. Извини, Олег, да. Проблемы как бы, да, со здоровьем. Да. Вот, человек находится на стриме. Я не хочу тут, то есть, как бы его этим, ну, или обидеть, или еще что-то. Просто хочу, чтобы как Чеканок бы показал. Илья Владимирович Виноградов. Человеческое, спасибочки. На моем канале ссылка на ВКонтакте в группу есть, там меня найдешь. То есть Серега как бы тоже, да, вот там, ну, он тоже человек занимается, именно занимается по... Как сказать-то, по кайфу. Я вот прям вижу, что Серега, он любит компьютерные игры. Коллекционер. Он еще к тому же прям заядлый любитель. У него игр прям на все консоли есть, вообще прям жесть.
мучаем. Ой, он сегодня играет на Nintendo Wii, да? Вообще круто. Вот так. Nintendo Wii, я видел эту приставку, не просто ее глазами видел, я на ней играл в зомби Wii U. Снайперим. Интересная консоль, довольно-таки на то время, когда она появилась, это было что-то с чем-то, это какая-то портативная, штука портативная, она еще и подключалась к телевизору там, да? Да-да-да. И я такой, вот Там- это, конечно, прикол, там Огромное экранчик, спасибо, все, ребята. там сенсор туда-сюда, то есть ты помимо того, что ты Назначил играешь на хорошо. телевизоре, у тебя еще Как-то- инвентарь на этом экранчике на маленьком. Очень интересно, так что Строго, Серега серьезно. молодец на самом деле, прям Да. вот. Еще один Серега. Play Games, Серега. Ссылка на канал, ребят, на его в закрепе, кажется, да? Да. Ссылка на Серегин канал в закрепе, ребят. Нормальный мужик вообще по поводу общения, занимается также спортом. Чекачок, чекинок, Все собрал. Базука, молодец. чекакок, чеканок. Спасибо огромное, ребят, спасибо за вашу поддержку, прям лучший. Да не, ребят, на самом деле это вы вот лучшие, блин, очень приятно прям вот с вами. Мы с вами, вы с нами. Все, это простая формула, понимаешь? Да, простая формула. Но хочу напомнить, ребята, обязательно, вот у кого есть YouTube канал или что-то еще, ребята, делитесь контентом в нашем Discord сервере. Обязательно скидывайте туда ссылки. Сейчас я вам ссылочку на Discord сервер кину. Ребята, кого здесь нету, ребята, заглядывайте, обязательно заходите. Кристон, привет, друзья, ребята. Вот Discord сервер, на котором вы всегда можете. Знаете, может быть, кого-то удивлю, но это так. Вы можете бесплатно. Да, мы общаемся часто, даже вне стрима. Акция продлится до бесконечности, ребята. Это такая небольшая... Арлан, привет. Небольшая такая штучка, как Discord, да, вот где вы можете в ссылку стрима скинуть ваши видео, скинуть ваши стримы, поделиться каналом на ваш Трово, ваши ВК-группы. Вот, нас здесь уже практически 200 человек, из них 10 ботов, то есть 190 человек здесь просто ребят, которые занимаются каналами, которые просто подписчики, может быть, кто-то ютубом занимается, есть тут у нас аниме. Всегда можно просто зайти пообщаться. Здесь можно послушать музыку, то есть показать, какую вы музыку слушаете, или посмотреть, кто какую музыку другую кто-то слушает. Вот, всегда можно что-то найти очень интересное. Ребят, не стесняйтесь, прямо зашли. Бабах, спасибо огромное, барин. Здоровья. Барин, спасибо, да. Здоровья, короче, тяну. Валер ленивый, наконец-таки. Валер ленивый. Здравствуй. Всем привет лентяям и лентяйкам. Вот самое настоящее, самые честные описания на канале у Валеры. Заходим к Валере Ленивому и смотрим то, что он пишет. Лентяй, как их еще до свет не видел. Все. Кто о себе еще такого скажет? Вообще нескромный человек, то есть говорит как есть по факту. Это самое главное. То есть честный, да, добрый. Заходим, общаемся и круто. Орлан, да, здравствуй. Здравствуй, дружище. Антон с Фуфликом. Прикольно было. Да, дела Антоха, я стрим. Ой, ничего себе, у вас сколько всех тут. Прям Кристан, привет. Кристан, вот мой этот игрок в Among Us. Коллега, можно сказать, такой коопер. Как еще это назвать? Друг, просто тоже на Дискорде у нас. Все, большинство, конечно, на Дискорде. Кто не на Дискорде, Чеканок-то супер. Ссылочка была в чате. Залетайте. Да, залетайте, ребят, всегда рады общению, адекватно. Здесь есть небольшие правила такие там, ну, в принципе, они не особо кусячие, то есть это там, ну, не оскорбляй, да не будешь оскорбленным, да, вот, не спам, да не спам. Простые, в принципе. То есть, как, ничего такого вообще, вот, можно чуть-чуть поматериться, конечно же, вот, без всяких российских сексуальных вот этих шуточки любим, все юмор понимаем, вот, насчет этого у нас проблем вообще нету. Короче, да. как с Чеканогом связаться, дружище, вот ссылочка на Discord. Ссылочка на Discord, заходи и связывайся. Да, мне. Заход Геймс, Юлечка, привет. Опа, Юля, здравствуй. Юля.
Поэтому я хочу сделать еще такая идея у меня, Олегович, извини, Да, говори. еще раз. Я хочу сделать из Дискорда такую площадку, где ребята могут делиться друг с другом контентом, потому что мы все знаем, как колокольчик может не прозвенеть, оповещение может не прийти или что-то в этом роде. Но когда заходишь в Дискорд, там всегда как бы есть контент какой-то, может быть, вы кого-то не знаете. Если вы нашли этого человека на Дискорд-сервере, всегда можете написать от драйвера или от чеканка. Да. Сразу будет понятно, откуда ветер дует. Сразу ребята все знают. Девочки в чатом матом не ругаем. Ну, Антоха, ты еще не знаешь, как эти девочки сами разговаривают на вот этом самом. На русском устном языке они разговаривают очень красиво, вот так красиво могут жонглировать словами, когда они говорят в кооп, особенно с Нютой, да, так что с Нютой это прямо, я от последнего кайфовал, когда у них был стримчик вместе, прям вообще было шикарно. Молодцы, я очень рад, что вы все здесь, всем вам очень рад. У Валеры все отлично, в остальном все хорошо, сижу, отдыхаю. Да, Валера, кстати, Чеканок, у тебя нога, у Валеры тоже нога, у меня рука. Так что у Валеры у нас... Как у меня с рукой, так у Валеры с ногой. Мы в последний раз я у него был на стриме и сидим такие, прикалываемся. Я говорю, Валера, у меня рука, а у него нога. И вот ему получается вместе одно целое. Ну, как и с тобой, знаешь, такое, как бы... Я владею тайной техникой, я умею смотреть матом. Валера, это шикарно. Не каждый может владеть такой техникой, кстати. Он может смотреть матом. Очень, кстати, интересно, когда вот он играет уже, по-своему комментирует движения в игре, вот эти передвижения. Прям советую, у кого времени вечером лишнего есть, там заходите, посмотрите, пообщайтесь с Валерой. Он вроде как и ленивый, но общается с вами очень-очень всегда рад общению в чате, это круто. Ну, а сейчас, ребят, хочу напомнить, что вы сейчас видите на экране, это канал Серега. Да. Серега тоже сосед, короче, драйвера, буквально там. Почти. 230 километров. Всего лишь. То есть Серега с нормальным чувством юмора, когда мы сказали драйверу, когда я говорю, слушай, ты сосед тебе нашел, он такой, да. Сереги, короче, где он живет, а я еще так, знаете, я же такой с юморком, я говорю, сейчас мы тебе в дверь постучим, а Серега такой сидит, раз, а у меня, говорит, ружье есть. И вот такие ха-ха-ха, типа. Ты че, дружище? Мы же тут как бы, да, там чаю попить, сейчас драйвер сядет на байк. Ну, вот, может быть, кстати, может быть, было бы интересно посмотреть такую коллаборацию, да, драйвер приедет, Сереги там какой-то, опа, модератор Бархатов включил брал. Ну, он уже, короче, надоело Бархатову смотреть, я все понимаю. Спасибо тебе за это, Александр. И надо иногда через раз. Конечно. Все понимаю. Насчет твоего намека, насчет Сереги, были такие планы, и как ты говорил, Серега, как только вот это вот разберутся, у меня как бы есть тоже, ну, горит уже 5-я точка, надо попутешествовать, позаписывать. И это, в принципе, вот будет такой вот большая серия, влог, который я буду делать на мото обязательно. В хорошую погоду поеду к Сереге, надо все пропланировать, это не так все просто, все-таки я тоже семейный человек, но тем... Предупредить как? Конечно, его предупредить, что мы хотя бы был дома, хотя бы изначально. Да, неждатчиком приедешь к пустому порогу, а там нет. Да. Я хотел бы с удовольствием записать на свою аппаратуру и показать, какая у вас реально коллекция у Сереги, потому что я уже видел так мельком, это просто круто. Тут большинство из вас, игроков, позавидуют, я сам охренел чуть-чуть. У меня коллекция неплохая, такая, которую видели тоже много кто на стримчике, на PlayStation 3. А Серега, он до того такой игроман, то что у него там Nintendo, PlayStation 1, я последний раз показывал закупки. У него реально на разные консоли, разные игры, много, всякие фигурки. Олегу просто повезло, что он может добраться до такого коллекционерча и вживую увидеть это, да? Да. Мы, как бы, ребят, можем ознакомиться с его коллекцией через видео, а Олегович может доехать и потрогать это. Да. Это вообще на самом деле. А еще Серега включит, ему скажет: на, Олегович, давай, возьми джойстик. Поиграй-ка в гейм. Не, реально, идея есть. Базука находится там и там, и там. У меня открытый стримчик. Я смотрю, Серега, Базука, Антон пишет. Да, и последний раз они общались, и я был с ним вместе, когда у меня была только первая неделя с гипсом. Насчет игр там общались, очень круто. Я рад, что Антон заходит, кому мы показывали, он спасибо уже написал в чатике, я видел.
И реально, то есть у меня это стоит какой-то уже пункт. То есть я хотел в этом году показать вам больше каких-то достопримечательностей именно в плане всяких этих. Вы вместе падали? Не, мы не вместе падали. Здорово, Ван. К сожалению, нет, не вместе. Драйвер направо и Валер линию по центру. Валера вообще с ногой тоже, Валера. Ну ничего, зато время есть поиграть, отдохнуть, как бы Берегите нормально. себя, берегите свое здоровье, берегите Кости, своих берегите родных. кости. Да. Да, берегите обязательно. Вот, смотрите не только налево, направо и под ноги, но также еще посматривайте наверх. Да, да, Потому да, что с да. погодой тоже непонятно, что творится. Вроде дождь начался, а там как град бахнет, и потом будешь сидеть на стриме улыбаться. 5 часов Именно. просто улыбаться. Представляешь, Странновато, но топ-контент, 5 часов улыбается в вебку, да? раз сидит, улыбается. Чего улыбаешься? Мне хорошо. Олег падал, я снимал, но на ногу налить. Да, блин, ну такая тема получилась, вообще непонятная. Прям в сердце. Да, вот друг на друга попадали. Как попадали осенние листы. Да-да, там что-то у меня тут соседи что-то ругаются, не помню, что за кипиш там такое. Дружбу, да, ну что поделаешь, ну бывает. Дружба, да, Ну нормально. что, бывает. Так что план есть. Я с Серегой попозже, конечно же, насчет этого поговорю. Мне было бы очень интересно, ну, созвониться с ним, списаться. И, в принципе, если погода останется в том же плане, какая у нас сейчас есть в данный момент, то в скором будущем я съездю, запишу. И вот нам так, я не знаю, осенью, зимой вам, конечно же, покажу все. Потому что я что запишу, вот этот весь материал я, конечно же, буду монтировать на свой вкус и цвет. Ну и чтобы, конечно же, другим всем понравилось. Это все не так, к сожалению, быстро делается, да, но будет, думаю, весело. Да. А меня можете, ребят, кстати, поздравить. Мне вчера прислали письмо с VidIQ, сказали, Чеканок, у тебя 125 тысяч просмотров. И я такой, я такой, Ура! 125 уже. У меня будет 200 на днях уже. 125 тысяч просмотров. Блин, я когда-то сидел, знаете, я, наверное, в течение полугода сидел, ко мне заходили только мои друзья, и там для меня 10 просмотров это было что-то вообще-то с чем-то, знаете. То есть прям вот 10 просмотров, такой, о, фига, там 3 лайка, ого, фига себе, вот это. Я становлюсь популярным, знаете, как бы, да, вот это такая фишка, блин. А потом получилось так, что я вот познакомился, да, там, с человечком с одним, Я хотел бы с собой забрать, вот честно скажу. и он говорит, типа, а вот у меня тоже друзья, и вот так вот, мы, короче, вот здесь вот так вот делаем. Я такой, блин, прикольно. Там взаимоподдержка, да, вот как вот мы сейчас с вами друг друга взаимоподдержим, вот это вот все. Особенно. И сейчас я смотрю такой, 60 просмотров. Ага. Маловато. За один стрим. Вот это, за один стрим я такой, маловато. Сколько лайков? 20. Кто-то не пришел. А мы не зажирались. Да. И потом такой, слышь, Тормози. подкатись, знаешь, назад Как я посмотри, тут чуть ли не посмотри лопнул, назад. серьезно. Видел, что у тебя было? Вообще по нулям. Так что Да. радуйся, что есть, как бы, да, вот, ну, конечно же, развивайся, вот, не останавливайся на пути. Конечно же, многие игры, которые там, вот, я, к примеру, играю, это не стандарт, это игры не для всех, то есть, знаете, как вот вы сейчас вот смотрите Серегин канал, да, и там снайпер элит, да, ну, то есть, она на слуху, ее все знают, в нее там кто-то уже по 10-й раз проходит, да и сам Серега, я думаю, как бы, да, вот спросите, там, сколько раз он ее прошел, он скажет, Да. уже, наверное, раз на 3, и там платинка какая-нибудь у него выбита или что-то еще. Да. Вот. А я смотрю, допустим, на свой канал, и я такой, блин, а нифига себе, у меня контент-то как отличается-то, а? Как у меня контент отличается? Вроде бы игры вообще непонятные, а по факту они очень интересные. То есть там именно какая-то сюжетная, что ли, сторона. Я так понял, что мне очень нравится. То есть вот такие глубокие сюжетные стороны. То есть вы представляете, да, ты сидишь, играешь в какую-то непонятную игру, а там тебе сюжет игры хочет достучаться. То есть создатель игры хочет достучаться до тебя с той стороны экрана и сломать эту четвертую стену между тобой и игрой. Вот. И он вставляет туда какие-то видеокусочки. Ну, конечно. Из своей какой-то жизни. И ты смотришь и не понимаешь, это игра или уже что-то... Или я YouTube смотрю. И я такой... Ого, меня прям это, знаете, потрясает иногда на самом деле такие игры, и они вот действительно, у них что-то в них еще есть. Я раньше думал, что все игры скатились найти, убить, разгадать.
И вот это вот все. А оказывается, нет, есть еще такие игры, где немножечко голова твоя такая раз. Это что было? Что? А это вот так работает? Что? Знакомый мем, да? Да, вчера Лида хотела, вчера у нее было, она хотела немножечко поиграть, а у нее геймпад сел, представляешь? Говорит, ну все, тогда Да ладно. Ребят, говорит, как майские провели? Я так долго ржал. Сегодня уже 18 мая, так как майские провели? Нормально, все. У кого майские 3 дня, у кого 2 недели, то есть, знаешь, это такое дело. А на стриме-то никто не смотрит. Кто? Реально отмена в этой Да. игре. Хотите еще одного человека приманим к нам? Базука наш... Давай не хотим, В смысле? Что за намеки? Знакомимся, да. Дайте ему ключ, пускай кинет ссылку. Вот так прям хочется сказать. Дайте ему ключ, пускай кинет ссылку. На. Базука, скидывай ссылку в чат. Да, Я, кстати, Серега хотел, чтобы к нему забежали. Слушай, я думаю... к тому же ленивый. Вот молодец, Валер Ленин написал. Я подписался на... Извиняюсь, но больше я не могу. У вас много, а я один. К тому же и ленивый. Вот понимаешь? Вот это такая тонкая грань юмора, очень крутая. Базука, просто кинь нам канал. Ссылку в чат забрось. Ссылку скинь нам, вот, да, мы обязательно напишем, что мы пришли от тебя, Да. что нам порекомендовал канал ты, и... И все, а потом уже она будет сама решать, общаться с тобой дальше после того, что мы напишем в комментариях или нет. Это все просто. Да, сейчас мы как налетим сейчас. Она закончила стрим. Это не страшно. Базука не... Антон, не в этом дело, что она закончила стрим. Дело в том, что мы к ней сейчас зайдем на канал, посмотрим его, вдруг кто-то подпишется. Ну-ка назад. Чего? Что там, вот это кто? Кто это такой? Вот это что ли? Не, да, вот это вот, кто это? Серега? Да ладно. Это альфа-самец. Главное. Серега? Он говорит, зайдете ко мне на канал? Да, блин, слушай, какие вопросы. Ну... Серега, блин, видали? Красивый парень. Понятно, так. Раз, два. А чё ж, 3 ссылки я ж прям забросил. Подожди. Нет. Вот скинул, да, PS. Не работает. Почему? Я не могу открыть. У меня открывается... Souls, ремастер. Так. Я нажал. Кристи Хантер. Сюда ее. У меня открывается ссылка, вообще не работает она. Ну ты шо? Не знаю, ты открой канал, еще раз забрось ссылку. Родной мой, ну на, держи, я тебе У заброшу. меня от счастья все вылетело. Что именно и куда полетел? Модераторов драйвера, гип-гип, ура! Да, понимаешь? Круто, поздравляю. А что, значит, чего там было? Значит, чего? То я реально открываю, у меня стоит ошибка. У меня не открывает ее ссылочку, прикинь. Ты что, смеешь, что ли? Я уже четвертую, я четвертую открываю, и у меня... Пишу комментарий, привет. Слышь, я четвертую ссылку... Нет, у меня открывает творческая студия, какая-то ссылочка открывается. Вообще тема какая-то. Что за... А у Базука свою творческую студию кину, типа, драйвер накрути. В смысле, это драйвера там, лайкос прожить. Так, не могу открыть. Открой, Илюха, открой эту канал и на вкладке видео сделай ссылочку эту и отправь ее в чат еще раз. Надо, чтобы другой был чуть-чуть линк. Попробуй еще раз, чтобы ссылка была другая. На вкладку видео открой и потом отправь в чат. Так, Даня не везенище, а братанище. Ха-ха. Так, Саша Братюнище, Серхио Тарантинович Агалиц. Ох, нифига себе. Серега, я что-то не вижу тебя в чате. Ты что ли вышел? Просил зайти, мы к тебе в гости зашли. У Сереги резидент. Я вот последний смотрел прям целиком и полностью. Как я сделаю? Я сейчас в сообщество ее бахану. Подожди, еще раз сделал. Базука еще раз сделал. Так, я открываю уже в новом окне. Вот, Кристи Хантер. Теперь она открылась у меня. Да. Теперь открылась. Вот теперь Базука забросил. Почему до этого не работал? Я не понимаю. У него вот последний стрим был давно на Dark Souls. Может быть, что она сейчас сделала стрим, он еще просто не высвечивается. Все, мы уже... Слушай, у нее первый видос прям твой канал напоминает. Call of Duty нарезка. Прям экран. Ладно, у нее нарезочки есть, ну куда же... Нарезка. 2 человека на нее подписались, фига, молодцы. Все, я уже... Ты и я. Ты и я, говорит. Вот мы молодцы, сам все. Вот нифига вы молодцы. Вот, смотри. Вот сейчас смотри на весь экран. Ты ничего не узнаешь?
Сейчас, подожди секундочку. Задержка 5 сек. Хантер. Подожди. Тебя надо смотреть. Сейчас, он на ютубе у меня смотри. Не узнаешь что-то? Ничего. Ну, вот это Похоже. Похоже прям, похоже. ретровые. Давай, Давайте, раз уже на то пошло, посмотрим чуть-чуть. Кому чего там, Даня, опять? Что, смотри. А, ну тут под музыку такая-то. Еще с кем другой. Стрельба. Нет, подожди, сейчас звук добавлю. Ляна лупит, а? Слушай, Ляна лупит. Четко, да? Вообще, юлы-палы, Ля лупит. Так, а что у нее на канале? 10 тысяч просмотров 9 мая 2021 года. Получается, у нее уже год канала. Год канал, ну-ну. Зовут Кристина, мне 31, живу в городе Санкт-Петербург, на моем канале будут разные игры, но чаще колда, Warzone, заходите, пообщаемся, поиграем 18+, 18+, мне уже нравится. Подписывайся и про свой лайк не забывай. Мне уже Канал, стримлю на вот это все. Я потише сделаю, что прям меня в ухо бьет. Так, прям плейлисты нарезки и Elden Ring прохождение. Вроде неплохо. В колду она играет четко, пишет Антон, но это круто. Она еще PS5, ребята, в UFC. Ну, она чисто дропшотами бывает. Ой, она на PS5 играет, ребята. Что у кого есть PS5, я думаю, она будет рада с вами. Ладно, пойду убивать подавление кулаками, отправляйте ему весточку сам. Даня, давай, удачи, много, вали. Вообще, ребята, Круто что-то, смотри, играет как. Даня, ты меня правда забыл, я не специально. Чё Даня забыла? Кто, чё, кого забыл, кого напомнить? Ну-ка, покажите мне, расскажите мне, пожалуйста. Батюшки, сколько вас и не лень вам, я тут уже разлегся. А, Валер, ты просто чуть-чуть устал, там, ну, чаек возьми. Блин, Даня, извини, я правда забыла, я не специально. Что забыл вот это? Так, Сейчас напомним, Юлей. Все живы, все здоровы, что не надо за такие... Жаль, опоздали мы. Я не вижу. Блин, чатик реально. Я лучше играю, ни один чемпионат выиграл. Даня понял, жаль. Так, блин, Даня, извини. Непонятно. Даня, я хотел бы смотреть. Видосик, пожалуйста. О, вот. один чемпионат выиграл. Ого, хорош, Злара. Орлан молодец. Орлан. Тут дело не в том, кто лучше играет, а кто хуже играет. Дело в том, что, ребята, мы все играем, и нас это немножко объединяет. Вот в этом, да. Вся соль, на самом деле. Я не стараюсь быть лучшим, я играю, вот, общаемся с вами еще параллельно. То есть у меня игры-то коллекция для меня, я не покупал, чтобы какие-то выиграть кубки, покали там, да, а именно вот, чтобы играть, наслаждаться чем-то. А теперь еще и вот такая вот есть возможность здесь играть и смотреть, общаться с вами. Серега, вот раз ты здесь, смотри, я еще не закрыл твой канал, сейчас смотрим. Вот, Резидента, вот мне гонки вообще нравятся. Я вот этот включал, у него ностальгия, когда включил, я просто, меня он забросил прям назад, 25 лет назад, смотри. Это вообще было что-то. Battletoads, ё-моё, помнишь такое? Это еще, конечно. Я просто кайфовал. Он, Серега, я так... кричал, ты куда ты там, чего ты? Серега включает, я такой, вот она, вот же, я ж помню себя, когда там горело все, там дергаешь джойстик с проводами, у тебя приставка падает на пол и все заканчивается, ничего не сохранилось. Видал? Сразу шапалах прилетал. Сразу видно, а у меня сейчас экран чуть растянутый, Серега плохо видно, я сейчас вот так, подожди. Оба. У меня сразу шапалах прилетал, если джойстик дергал и приставка падала. Вообще жесть. Вообще. Шапалах прилетал. Конечно же. У нас в городе на деньги играют, нифига срубил денег. Нифига ты, Орлан, слушай, азартный чел. Так, отлично. Саша убивает подавление кулаками на Акуме, это не для записи. Ну да, там, наверное, будет гореть не только Акуна и Акуна Матата, и стул, и диван, все будет гореть. Валера ленивый, я тоже у тебя там разлегся, заходи ко мне на канал, будем вместе лениться. Кстати, да, но Бархатова, еще раз напоминаю, кто не знает канал Бархатов Плей, там живые эмоции, самые что не есть настоящие, и это прям такая тема еще, да. Прям поугарать. Я иногда прям захожу, забываю, что он играет, потому что ты общаешься с человеком, угораешь, а смотришь, а он еще и параллельно еще успевает играть, как-то боссов убивать. Я вообще не понимаю, как он это делает.
прям хочу тебя прям попросить, главное, дружище, пожалуйста, прям вот просто заклинайте, не перегори. Вот не перегори, пожалуйста, оставайся таким. Лучше возьми паузу, немножечко передохни, чем... Владимир, удачи. Удачи. Вован, друган. Сашка, лучше чуть-чуть передохни, сделай паузу, отдохни куда-то. Там, я не знаю, как лучше сказать, но очень главное, не перегорай, дружище. Главное, не перегорай, оставайся всегда с собой, потому что то, что ты делаешь, это прям вообще... Это круто, это не каждый сможет, во-первых. Во-вторых, я тебе уже говорил на днях, Сашка, я тоже повторюсь, 2 дня не играй. 2 дня, дай себе разгрузку, поиграй на гитаре, сделай что-нибудь другое, чтобы потом... ладно, уйду в подполье. Ну, не совсем в подполье. Не говорим тебе про подполье. Если у тебя есть прям вот, кайф... Главное, что ты понял нашу мысль. Надеюсь. Бахатов там просто угар, просто там можно и не играть, просто чтобы он сидел перед камерой, смеялся 24/7. Но с ним... Да. На самом деле, я так смотрю, Гитарист. вы все прям вот, со своей какой-то изюминкой, со своей фишечкой. Это очень круто. Никогда, ребята, прошу прощения, никогда, ребята, ни за кем не повторяйте. Делайте именно исключительно свой контент. Вот вам нравится вот это делать, делайте. Никогда не повторяйте. Там есть некоторые ребята, которые видят, что у кого-то игра залетела, и через буквально полчаса включать ту же самую игру. Ребят, это так не работает. Честно скажу, это так, ребят, не работает. Всегда берет ваша только индивидуальность. Вот. Да, вот именно. Да. Именно. Это его, это он, его индивидуальность есть. Все. Да, вот, и это прям очень-очень круто. Да, именно. Ты посмотри в чате, сейчас вот Серега играл, допустим, когда в Дэнди играл. Посмотри на чат, в чате Пуля, Bartleby, Hot Games, Гидробур, все наши, то есть друг до друга заходим, да, и сейчас эти же люди присутствуют, половина. Здесь в чате это круто, да, то есть видно, что, заходите, поддержите другие каналы, то есть все работает, все четко. Только так должно это работать, и никак по-другому. Вы находитесь на трансляции, то есть есть какая-то удержка, просмотры, и вот это главное, а не то, что вы там лайки поставите. Лайки это такой... плюс-минус бонус, там кто-то ставит лайк, кто-то не ставит, то есть они вроде, они как бы приятно, что они есть, но если вы находитесь на трансляции от корки до корки, вот, вообще, вот это вообще прям самый крутяк. Ты чё недооценил? А чё там стоит 500? Я что-то, у меня аж нули слились. Бархатов, что там Бархатов на все? 50 лямов, что ли? 50 лямов. Согласен. Обалдеть можно. Да, и еще Серега написал, Games Бархатов на гитаре фигачит круто. Он не то, что фигачит круто, он когда... Я сам-то гитару обожаю, просто вот. У меня почему-то моя любовь все-таки вот к видеомонтажу меня переманила. Я стоял несколько лет назад перед этим выбором. Гитара есть классическая, которой я там сижу, брынкаю иногда что-то. Но... Так я на гитаре не смог научиться, как Саня как просто рубит. Я говорю, включай стрим, включай гитару и полетели, да. Может, прям вне игры включил гитару и давай. Потому что он это делает по кайфу, и это чувствуется, и аудитория чувствует. И это будет вот та самая егошняя изюминка, да, что он может делать. То есть не каждый может так играть на гитаре, как он. Это признать, факт. То есть у него есть своя изюминка, да. Этот Last of Us, конечно, хорошая игрушка или мафия, но... Вруби так на гитаре, так часок поотрывался, прям вообще, то есть, что тебе на концерт, да, прям кайф, молодец, может, да, и как люди уже сказали, вот, все подтверждают же в чатике, да, то, что смех заразительный, это факт. Тут ничего не скажешь, я же на этом, он меня на этом и поймал где-то месяц назад. Я отправил ссылочку Чиканогу, да, Чиканог его... Обычно как? Чиканог мне говорит, вот канал, заходи, знакомься, пиши там, типа, да. А в этот раз, короче, я отправляю Илье ссылку, говорю, смотри, вот здесь чел, прям он прям, я ему так и сказал, живые эмоции. Я уже это говорил на 3 стримах последних, и это мое мнение никогда в этом плане не изменится, реально. Всегда с вами пообщается, он играет,
потом через какой-то там секунд 30-40 смотрит в чат и с вами общается, и круто вообще. Казуку вон пишет, что ему на самом деле очень бывает обидно, когда он запускает стрим, ребята налетают, да, прожмут там, как бы народ налетает, а потом спустя 5 минут все уходят, обидно. Я даже играть не начал, можно сказать, а уже все ушли. Да. Типа, блин. Бывает и такое, есть. Поэтому, ребята, наша поддержка — это наша поддержка, да, как бы, да. Всегда держите, удерживайте свою аудиторию, ребята. Неважно, спросили вас, что это за игра, отвечайте, всегда общайтесь, потому что это, ну, как бы, ребята пришли посмотреть на игру, поделиться какими-то своими эмоциями, Да. услышать ваши эмоции, это очень-очень-очень-очень интересно и очень важно. Поэтому, ну, как бы, если вас тысячный раз спрашивают, ты что, стримишь или это прямой эфир, вот, не надо кричать, что ты что, не видишь, вот. Ты что, не видишь? Хочет, да. Ты что, не видишь? Знаешь, я что, у тебя в эфире не горит? Что, ты не понимаешь? Там, вот это. Человек просто хочет с этого момента начать с вами общаться. Завести такой разговор, да, вот с этого. Вот. Он все видит, он все понимает. Не думайте, что аудитория, они там все, как бы, вы тут такой важный, а они все такие никчемные. Не, ребята, это просто вот такая стадия такого начала диалога. То есть они вот Да. писать там «Привет, как дела?», а просто вот напишут вот «Дружище, это стрим?» Да, это стрим. Да. И начинаешь там, да, и ты уже сам. Я стараюсь всегда не просто сидеть смотреть, а еще и разговаривать, поддерживать. Я вижу базука, Антоха. О, Нубка Геймс. Кстати, что у Нубки Геймс? Нубка, здравствуйте, давно не видели. Я ждал, когда ж Нубка зайдет в гости. Ой, ее зомбачок так на трову Зомбачок получит по 6 за это у нас сильно. Да, так прям так это, и вот они там... Люди, не поддавайтесь на эту травушку-муравушку, то есть... Ничего, как бы, ребята, гайки все равно закрутят. У нее соточка, у нее ровная соточка вообще. Шикарно. Шапка какая, ёлы-палы, вообще, и шапка, и всё. Шапка, все есть, шапка есть, и шарфик есть, Стрим, отлично. как говорится, Том Прайдер уже, там, какой, я уже забыл, какой у нее там стрим-то, там, в районе 5, что ли, да, там, Том Прайдер, по-моему, она какой? Я последний раз был, там было что-то другое. Еще. Том Прайдер она проходила, я у нее вот сидел, там, она прям там, на троу они там все сидят и друг друга маной мажут, ну, пускай так, как бы я ничего не говорю, ребят, но не забывайте, да, истоки там, не смотрите, что у вас там все вот это... Куда-то Сотка ровная, да, реально. Да, кстати. Сотка ровная. Я последний раз... нет, я был на Райдера. Rise of Tomb Raider, да, с джойстиком, да. У меня здесь вот просмотрено. Здесь Resident 7. Да, но я вот это... Больше я на Prey находился. У меня тут больше таких... Да. Именно от корки до корки я больше был на Prey. Именно больше там, да. Но это такое дело. Ну, соточка есть. Было такое, что были отписки у Нубки. Но ничего страшного. Поздравляем, да. Поздравляем тебя, Нубка. Татьяна, поздравляем, конечно, с соточкой. Супер. Очень рад, что все-таки есть. Первая сотка очень тяжелая. Я сам помню, это очень тяжело. А потом что-то непонятное произошло, и тут оказалось, что вот так вот, как есть. А тут уже и меня скоро перегонят. И я, кстати, буду рад. Вот я не буду тут кричать, что блин, или там куда-то гнаться. Молодцы, ребята. Прям вот и еще раз повторюсь, ребята, очень приятно видеть, когда ваши каналы продвигаются и двигаются дальше. Я прям вот от этого больше кайфую, чем когда у меня там, да, какой-то вот, ну, у меня вырос канал, да, я там, Да любой. Хорошо. О, да, ну и хорошо. Когда я вижу, что у кого-то у другого канал вырос, я такой, блин, у канал вырос. Класс. Вот класс. Вот прям Да. вот, да. Рада за каждое, то есть всех, кого показывали во время стримов, что у каждого какой-то есть определенный рост. То есть у Сереги тоже время держалось, сейчас у него 151, да, Play Games. Тоже как-то у него на 120 было такое, всякое разное. Закрепили. Да, 101, вот тебе Бартл. Ты, значит, еще не знал, Юрец, что такая есть Нубка, да, очень интересно, играет, классно, посмотри ихние стримчики по Prey, там мы были не раз свидетелями вот этих вот прохождений. Вот еще раз вам показываю канал, сотка есть у него уже прям готовая.
Общительная девушка, очень общительная девушка, красавица там, да, так что забегайте, общайтесь с ней. И она, кстати, я заметил, тоже вот старается сейчас вот эти вот фотографии свою добавить именно на превьюшке, такой сделать какую-то свою индивидуальность. Супер. Девчонка красивая. Вот, это прям радует. Так, ну, кто там сказал, подписались уже, говорите, да? 101, да, соответственно. Вы чего? Все, 101. Смотри, вот так вот. Раз, заходишь себе на канал и смотришь, а у тебя реально уже 101. Я просто без обид, Трово, из-за этого очень редко захожу, потому что эта платформа сдает. А я смотрю, могу смотреть и монтировать, и мне не обязательно, то есть нет времени общаться в чате, я просто смотрю, как Илья это делает, и на ютубе это мне намного проще. Так что я просто на стрим зашла и... Был момент, да, меня вроде бы нет, да, на стриме, драйвер сидит, играет, а ему там кто-то гадость написал, и я такой... Мне было приятно, когда уже потом ты видишь, что это все-таки сделал он. Блин, он здесь. Я всегда здесь, ребят. Да. Я всегда на ваших каналах, всегда нахожусь. Ну, как сказать, всегда это громко сказано, ребята. Есть момент. Да. Всегда. Вот, Да. то есть, вы из вида, все, кто находится в чате, все, кто находится в описании, ребят, никого из вида не потерял, с кем знаком, вот, кто там откуда пришел, кто есть в Дискорде. Еще раз напоминаю, ребят, не забывайте про наш Дискорд. Это такой еще одна площадка, ребята, на которую вы можете заливать свои трансляции, ребят. Просто зашли, нажали кнопку поделиться, драйвер, кнопка поделиться находится, пожалуйста, на канале. Да. Сделаем. Поделиться, вам выдает ссылочку, заходите на Discord сервер, здесь есть вкладка стримы, и просто кидаете стримы вот сюда. Вот Серега сегодня кинул, молодец. Сегодня Левантис скинул, молодец. Зомбачок сегодня кидал. Я, кстати, у него был Rainbow Six Instruction, новая игрушечка, он там поиграл. Playgame сегодня бах. Сегодня в 5 утра бах скинул. Красава. Все, уже вижу. Я прям захожу. Так. Ага, так. Ребята, здесь вот есть 5 ссылок. Я по ним сразу же тук-тук-тук-тук-тук. Пробежался, всех посмотрел, лайкосики поставил, комментарий Да. Все, мне гораздо как бы, ну, удобнее. То есть смотрю, ребята здесь работают. То есть они как бы делятся своими ссылками. Если делятся, не могу ваши ники писать, очень длинные, а я с телефона. Ну, все нормально, просто пиши, как есть. Вот. Да. Геймс, рыженькая. Да, девчонка вообще немножко раскрепостилась, потому что, помню, раньше сидел немножко так, в зажатости. Просто я хотел, да... Спокойнее к этому делу подходит. Да, конечно. Приятно смотреть, как люди развиваются, как растут. Ой. Вот, пишите ей комментарий на канале. Я вам сейчас просто сделаю еще раз ссылочку. Уже 103 подписчика. Ну-ка, видишь, как зашла на канал, у тебя подписки полетели. Я вам прямо еще раз ссылочку в чат забрасываю. Пожалуйста, ссылочку еще можно закрепить на будущее. Просто сейчас зайдете, пишите комментарии, чтобы по комментариям потом, соответственно, она ответит вам и взаимоподписку сделает. Ну, включили там ролик, пускай ролик у вас на фоне работает какой-нибудь там, чтобы вот потом посмотрите, чтобы крутилось, чтобы видели, что вы не бот. Я уже подписался. Бархатов Александр, я вижу. Бываю на ее стримах, Серега пишет, очень круто. В том-то все и дело. То есть я сижу, она общается, играет. Мне спокойненько. Я крашена чуть-чуть. Сидишь, краснеешь, ты сейчас покраснеешь под цвет твоих волос, Татьяна. Мне нравится не шапка канала, я вот тоже за Базукова очень согласен. За Танюшу... Клево. Пишите, всех добавляю. Да, напишите просто все-напросто. Заходите на любой видос, подписка это... Да, подписка, ссылочка в закрепе, кстати, да, ссылочка есть. Пишите просто комментарии под видосом, там лайк, это все ваше должно быть лично сугубое мнение, да, это никто не заставляет, просто зашли, написали комментарий абракавадабра, поставили комментарий раз, комментарий есть. По комментариям, конечно, да, уже сейчас будет 105. И потом, соответственно, эта девушка попозже по комментариям вас найдет, вычислит и, соответственно, сделает следующие шаги, ну, в том же плане. За Танюшку я двор в упор. Ну вот, видите, то есть девушка знакомая, мне показал тоже
Андрюха, зомбак наш, показал, что говорит, вот, Нубка, зайди, посмотри. Я когда подписался к Нубке на канал, там было 50 или 60. Еще что нашел? Что? Ты не знаешь? А я нашел. Что? Я тут даже подпишусь. А я не раскрою, это будет на следующий раз. Ладно. Да, я тебе потом как-нибудь в личку кину. У Нубки ссылки нашел, наверное, или что? Да, у Нубки тут еще кое-что есть. Да, не забываем. Заходим в описание под стримчиками, да, и, соответственно, у кого-то есть ссылочка, как вот у нас, допустим, у нас есть ссылочки, мы их называем не просто ссылочки, а тонна контента, потому что там есть ссылочки на очень много каналов, и вот вам сейчас я демонстрацию, вот. Покажи. Очень Я просто. подписался, у нее было 30. Да, ребят, мы вообще... Я её подпис... знаю, там, по-моему, с 6. Мне ее зомбачок нашел такой. Говорит, 50 или 60, я сейчас не помню. Мне кажется, 60 было, в районе 60 мне ее показали. И у Ильи такая же тема, да. Танюшка красавица, да. Именно, я когда подписался, мне было 30. Вот, Серега, ты чаще с Андрюхой общаешься? Я с Андрюхой общаюсь очень редко, потому что человек живет во Владивостоке. У нас проблема с вот этим вот временем. Прекрати, я стесняюсь. Это не я начал. Просто ты вовремя зашла на стрим. Заходи вовремя на нужном стриме появляйся. Я зашла спросить, как делишки. Спрашивай. Как видишь. Спрашивай. Спроси еще раз. Сидим, общаемся. Юля, вон уже такая хихи-ха-ха. Ну, такая вот дело. Просто на вовремя стрим зашла. Тебя, наверное, котик этот заманил на стрим, на превьюшке. Кто-то сегодня написал мне уже, говорит, прикольный котик. Ну, а почему все время я должен какие-то там джойстики ставить мотоцикла? Давайте сегодня котик будет. Такие вот дела. Что? Ссылку, да? Кто тут сидит? Кто? Котик, мяу. У меня котик, мой котик, как дела? Спрашивает. Дела, сейчас, подожди, возьмет камеру. Вот, смотри. Та-да, еще до сих пор здесь. 4-я неделя уже пошла. Дела нормально. У меня изначально было название для стримчика чуть другое, но это я потом позже сделаю. Я просто добавлю, скорее всего, этот хэштег или в название этого стримчика добавлю кое-что. Мне сейчас пришло в голову. Нормально дела. У нас погода отличная. В пятницу пойду к врачу и будем смотреть дальше. Если в пятницу снимут абракадабра, тогда я сделаю обязательно шортс или стрим или еще что-нибудь. А мне 5 не хватает до 120. Бархатов, мы сейчас тебе добавим 5. Что-то, какие проблемы? Сейчас мы сделаем это все. Бархатов только сотку тебе набили, а ему уже 5 не хватает, слышишь так? Мне вот пятерки. Как это называется? Держи карман шире или как там? Олег, лучше Резика вчерашнего поставь. Резик вчерашний. Кстати, да, Серега там в Резидентов начал играть. Резидент, самый настоящий. Конечно, поставим. 23-й лайк тебе за это. А, да, я сегодня смотрел, но только не вчерашний стрим. А вот именно эту девушку, да, было дело. Но с телефона, не с компьютера. Я с утречка перед тем, как вообще зубы почистить, наверное, час отвечал на комментарии и смотрел, чем вы уже занимались. Так что мы наблюдаем, это факт. Вот и Серега, он тут еще кепку одел, такой серьезный, смотри, прям такой этот. Все в кепке, прям, чтобы козырек, чтобы... Знаем, что ты лысый. А мне 52 до 1000, Юля пишет. А, точно, кстати, у Юли скоро косарь. Это уже как она, косарь, говорит, а? Когда этот косарь, я вспоминаю сразу такой старый добрый анекдот, говорит, про это. Когда срал, говорит, Бархатов, прекращай. косарь, говорит, помнишь, говорит, косарь, говорит, коса, кашу, говорит. Такой косарь. Займи косарь до зарплаты, да? Займи коса. А мне 45 до 500. Ну да, я этого не знаю. Ты своих подписчиков... Один подписчик. Ты под- 666. Я все ловлю эту цифру. Да, спасибо, ребятчики, извини, если что. Да не, все хорошо. Канал Hot Games Дьявольский стрим. в чате. Слово плачет. Бархатов. У Дани везенище. Ты скрыл подписчиков, из-за этого я не знаю, когда у тебя там 500. Мы бы знали, если бы ты их показывал. Соряныч. Сорян, но пасаран, сорян, но пасаран, да? Просто... Ребята, вот у меня, кстати, вопрос. А кто вот скрывает подписчиков? Какую вы цель в этом несете? То есть вот вы скрываете? Смотри, уже 4 надо, да? Говорил 5, а уже 4. Уже 4. Уже 4. Чисто нубка зашла в комментарии. Вот что значит сила комментария. Да. Комментарий написал, давай дружить, все. Все просто. Все очень просто. Ну, мне тогда 51 остался до 500.
покажу свое лицо. Базука, скоро будет. Скоро будем. У нас резидент Серега тоже на днях показал лицо и такой: Серега, говорю, здорово. Будет 1000 покажу. Да. Грустно. А что такое будет 1000 покажу? Ну тогда как раз таки уже все уже. Что покажешь? А кроме лица что? Покажите локоть, да? Я вам скоро покажу мою правую руку. Как она выглядит целиком. Там поди 2 подписчика. Ну, здесь видишь, тоже странно. Да, не скрывает, а говорит, типа, у него вот там до 5 Да, ну вот, тоже чуть-чуть не хватает. Кто не в курсе, у меня вот здесь вот уже кое-что добавилось Ну, вот это на всего руке. лишь- Вот. Для меня это всего лишь цифра, на самом деле. Самое Главное общение. Самообщение, да, когда у тебя живой чатик, интересно с людьми общаться, вот. И А сегодня? Я думал, сейчас человек 3 будет. Смотри, сколько здесь народу. Ё-моё, благодарю всех вас за это. Обалдеть. Мы не успеваем чат читать. Ну, я говорю- ничего не успеваю тут. Ну, чуть-чуть успеваем, чуть-чуть не успеваем. Но я смотрю, тут осталось совсем чуть-чуть до какой-то определенной такой отметки. Да, еще чуть-чуть, если все будет нормально, я вам покажу мою правую руку. Еще... Илюха такой раз, ага. Смысл скрывать. О, кстати, прочитай, пожалуйста, сейчас Базука написал. Да, смысл скрывать подписчиков. Люди все равно смотрят по количеству просмотров, и твой канал чаще видит не из-за количества подписчиков, а из-за CTR. Значение к видео и количеством просмотра. Да. Самая ценность в общении. Согласен, Бархат. Сколько ты находишься? С тобой полностью, Антох, согласен, что да, CTR, конечно, нужен. Да. Подписчики не так важны, как крутой актив у стримеров в чате. Вот. Потому что я тут видел, у мальчишки было 200 человек, из этих 200 человек в чате, да, типа показывает онлайн 200 человек. Ну, вы понимаете, да, что это, ну, я не буду говорить, да, там, оговаривать, может, еще что-то. Получается, фига себе, Базук, у тебя почти 10% CTR каждому стриму видео. У меня 6. У меня 6. Так, давайте с ЭТРами не будете мериться тут, товарищи. Рассказывай дальше. Вот. И, в общем, у него там большое количество онлайна, типа, да, в Да-да. чате сидит 2 человека, Да. и лайков у него 6. Ну вот. Вопрос, да? Вопрос. Кто эти люди? Кто эти люди и где они живут? Как вы это считаете, ребята? И вот это вот на страшное слово, да, на ютубе. Вот это На букву Н, которая будешь? Н? Не говори дальше. Слово на букву Н раньше говорили на букву П или на 3 буквы, а здесь очень длинное слово на НК. За компьютером сидит на букву П, а вот сам делает на букву Н. А потом он думает, что он букву на Ю, да, такой ютубер, типа. Да, он думает, что он на букву Ю. Да, это хорошая тема. Вообще, честно говоря, вообще не понимаю. Вот, однажды мне подписчик по доброте душевной крутанул мне канал. Я когда узнал, потому что я проснулся такой на следующий день, что-то я не понимаю, что-то как-то много подписчиков. А через день что-то опять все нормально стало. И я к нему, он такой, ну как тебе? Я говорю, это ты сделал? Он говорит, да, я вот тут тебе помочь хотел. Я говорю, еще раз. Я говорю, так, мне поможешь? Я говорю, я просто тебе забаню. Хотя я с этим человеком общаюсь, как вот сейчас с Олегом, да? То есть, ну, знаем друг друга уже не первый год. Я говорю, еще раз, так поможешь? Я говорю, я с тобой просто общаться не буду. Ну, что ты делаешь? Никогда вообще, ни при каких условиях, ни из добрых пожеланий, ни из... Не надо заниматься такими вещами. Да, не занимайтесь такими вещами, ребята. На букву Н. Это только угробит ваш канал. Но. Вы этого не заметите. Но. Превратитесь. У нас, кстати, будет скоро годовщина, как мы общаемся. И я как-то мне один человек спрашивал, такой, типа, а что там, Чиканог? Я говорю, да зайди год назад, посмотри стрим Чиканога, и ты увидишь, что его на экране нет. Да и звук там был не очень. А потом в августе все поменялось. Просто год назад будет вот в июне месяце будет год. Я на старом телефоне, помню, еще как-то скрины делал, или уже на этом, я не помню. Было такое дело, что у человека там было как раз таки только за 100 подписчиков перевалило, точнее было 138, у меня был скрин, мы уже общались. Так что всего лишь год назад у него было там, скажем, 120 относительно подписчиков, сейчас 664 утром. Если кто-то не подписан на... Ну, 5 уже, да.
сижу и прям вот... Прям рука на пульсе. Если кто-то не подписан на канал Чиканок Star Super, да, показывает 665, он хочет прям 666, ну, конечно, было бы прикольно. И сделаем вообще с этим шортс, что 3 шестерки, какой-нибудь там музончик такой крутой. Подожди, сейчас секундочку, Олег, тебя перебью, немножечко хочу такой дать совет Базуки. Говорит, что 60, сейчас не буду, ну где-то в районе, сейчас даже улетело куда-то по статистике, там 60% тебя не спрашивают. Дружище, очень просто, запомните, ребята, все мантру, потому что даже, как сказать, ютуберы, они забывают, знаете что, посмотреть описание. Вот банально, да, и, допустим, кто-то не забывает добавить канал в описание, там, знакомому, своего друга, в этом нет ничего такого, просто взяли, добавили и все. Нет ничего страшного, вот, потому что 5000 символов, и на 5000 символов рассказывать про игру, когда вы, как стример, должны сами рассказать. Я сделаю 666, спокойно, мне надо этот момент поймать. Запомни, Базука, одну простую мантру. Всегда, прям вот постоянно. Видишь, у тебя счетчик скакнул, вот прям вот скакнул, пофигу, даже если ты чувствуешь, что это зашел какой-то твой знакомый, да повтори. Прям вот и я постоянно, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте в описание. Постоянно это говорю и буду говорить. И это не для того, чтобы... то есть вот как бы, да, вот это повторять, или как драйвер говорит, ну я не хочу навязывать. Я говорю, ты не навязываешь, ты человеку напоминаешь, потому что многие заходят, они посмотрели, им контент понравился твой, но они забыли нажать на эту кнопку, проверь. Проверь. Да, забывают ребята, даже мы, ютуберы, иногда... Илюха, 666. Я вижу. А я сейчас скрин сделаю. Я тебе сейчас скрин отправлю. Все, есть контакт. Ловлю. Есть скрин. Ха-ха. Неужели? Огромнейшее спасибо. Гидроборд. Вот это шикардос. Прям смотри, вот так вот. Раз, два, три. Обалдеть. Он, короче, ждем уже дня 3, наверное, да? Серега, человека зовут Сергей. Говори прям по имени. Человек зовут Сергей. Серега. У нас сейчас в чате прямо концентрат Серегов и Александров. Так что Гидробур, Серега. Кто у нас там еще Серега был-то? Play Games, Серега. И... Кто же еще был Серега-то? Еще был Серега! Короче... Серега есть Серега. Подожди, да. А, Серега, точно! Блин, вот я торможу. Я сам уже перегрелся, надо воды глотнуть. Спасибо огромнейшее. 3 шестерки, да, Play Games тебе уже намекает. Вставляешь, такая раньше была группа 3 шестерки, если ты помнишь. Делаешь шортс с твоим 3 шестерки и музыку от 3 шестерки. Это прям вообще будет прям ништяк. Прям. Ну прям порвем. Вот так вот называется. Ну, не рвем YouTube, но показываю, как это работает. Хотя все, кто говорят, что они знают, как делать ту или иную вещь, когда там работать, они, скорее всего, сомневаются, потому что никто не знает толком, как это работает. Алгоритм постоянно на YouTube меняется. Запомните это раз и навсегда. И комментарии — это очень приятно для стримера. Это общение ваше, это ваша нить со стримером, это связь. Это связь моя, я сейчас уделяю, последнее время у меня есть утром время. Поздравляю с 3 шестерками, круто, пишет спасибо. Татьяна, тебе за это тоже кусь-кусь, спасибо. Хотели, чеканты дьявол, ну что, сейчас у него с-под кепки такие вылезут, такие вот так, красавчик. Спасибо, ребята. Я хотел... Очень приятно, прям увидеть. Конечно. Очень. Ты что, был на меня не подписан, что ли? Странно. Или он подписался просто на тебя с 3-го канала. Серега, тебе за это огромнейшее спасибо. Человек круто, очень играл. Чеканок бинго, однорукий бандит. А если перевернуть, будет 3 девятки. Тогда ему еще одну подписку надо, чтобы был косарь. Поздравляю, дружище, от души в душу. Вот. Серег, спасибо большое. Вообще. Смотри. Теперь надо сделать так, чтобы вы смотрите ролики, включайте, даже шотс прокрутите, чтобы число это прям замерзло, чтобы уже назад ни шагу, только вверх. Только вверх. Назад никаких отписок, только подписки. Теперь идем, 3 шестерки есть, теперь идем косарь, чтобы была штука. Да. Это такие просто шаги для нас, это не то, чтобы он там решил кто-то тут чего-то сделать. Не забывайте одну простую вещь.
То вот это все, это мы делаем для себя, какая-то мотивация, следующий этап, но сам факт того, что вы там будете где-то что-то зарабатывать, и сколько будете зарабатывать, там, как говорят люди, заветная 1000, если вы даже 1000 соберете, насчет зарплаты, успокойтесь, пожалуйста, это все не так просто. Здесь надо реально, чтобы было все живое, чтобы все двигалось. И это просто какие-то этапы для нас. А я хотел до Нового года, чтобы было 200. У меня на Новый год было уже за 200 перевалило, там 240. Я обалдел. Хотел, потом думаю, ну давайте, говорю, хотя бы на годовщину, чтобы 200 осталось. Сейчас у меня будет через месяц годовщина канала. Если так дальше пойдет, может быть еще и 600 у меня будет, я не знаю. То есть это все непонятно вообще, как это все выросло резко. Всем за это вам, конечно же, огромнейшее спасибо. У Илюхи тоже, у него было на Новый год там 500, сообщество открыл, рад был до ужаса. И буквально таки месяц назад я уже начал в сообщество сам вещи такие посты делать, посты, которые отправлять. И вот это все так быстро как-то пошло, что в один прекрасный момент я не понял, как я до общества этого добрался. То есть когда-то он говорил мне такой, вот, у меня есть 500, а сейчас будет сообщество. И тут такой хоп, и я уже в этом же моменте застрял. И я сидел, ждал неделю, когда мне разрешат в сообщество, откроют вкладку, где можно будет что-то отправлять. Это очень удобно. И я, в принципе, последовал примеру Ильи. И ставлю же ваши каналы, стримы или просто какие-то уже вещи, которые вы уже сделали. И такие вот дела. Да, прочитай чатик, я сейчас пока водички гону. Да, обнял, приподнял, немного покружил, чикакога. Нужен контент, ребята. Все будет потихонечку, полигонечку. Контентыч, немножечко вот о своей жизни теперь Илюх только рекламу и XB крутить. Три топора. Вот, ребята, огромнейшее вообще вам спасибо, блин, круто. Сейчас мы шортик уже сюда. С музончиком его сюда, 3 шестерочки, поехали. А, нет, оно пошло. Сейчас вы сделаем контент будет, ребята. Делай контент, конечно же. Будем делать стримочек, сейчас прям залью. Шортс 666, долгожданная цифра, это прям... Нужен контент. 3 четверки есть, 3 пятерки есть, теперь 3 шестерочки вообще прям мы идем, нога в ногу, прям пэм-пэм-пэм. Косарь. Очень круто, мне прям заходит. У меня больше, чем 1000 подписчиков, но толку нет. Ну, подписчики это хорошо, конечно же, но опять же должно быть вот это удержание, там много всяких факторов. Спасибо, Саш, молодец. Да. Нужно не перегореть. И Бархатов то же самое тебе. Берешь гитарку, двойня, играешь, вставляешь какие-то видосы, такие вот 10-минутные, 15-минутные. Мы смотрим, балдеем. Потом можешь дальше играть, разносить игры прям в пух и прах. И я тебе хотел, кстати, Бархатов, напиши в чате, хочешь так бы ты со мной как-то пообщаться на ютубе, как сейчас мы это делаем с Илюхой, я с удовольствием сделаю такой же стримчик, где мы будем общаться только ты и я, и чат, да, то есть разговаривать. Если у тебя есть такой интерес, пиши, конечно же, или у кого-то еще есть интерес, пишите. У меня в следующие несколько дней еще есть время, я обязательно это сделаю, через Discord будем общаться, смотреть ваш канал. И потом еще после этих вопросов и другие каналы. Пока тут с вами сидел, от меня отписались. В смысле? Базук? Кто отписался от Базуки? Сейчас мы к нему... Кто отписался от Базуки? Сейчас подпишемся назад, не переживай. Теперь двоих не хватает до 450, блин. Но это нормальная тема. Если у тебя плюс-минус 2, Антон, это нормальная тема, ничего не меняется. На следующей неделе, на следующем я буду общаться. Хочешь, Серега, тоже? Я хочу, но не могу. Я тебя понимаю чуть-чуть. За любой кипиш, кроме голодовки. Нет голодовки. Саня. Нет, голодовать не надо, конечно же. Молодец. За любой кипиш, мне это уже нравится, твой настрой. Также мне еще писали несколько наших подписчиков и друзей по Дискорду и по Ютубу. В субботу уже есть один человек, добровольец. Я писал, точнее, я вчера задал вопрос на моем влоге. Сегодня же один вот, а вот он и есть здесь уже Вахрам. В субботу он, завтра, если хочешь, можешь с Серегой пообщаемся. Юля, почему это? Олег, когда? А об этом мы можем, конечно же, договориться чуть позже. Как у тебя там с работой, как дела, и потом, соответственно, пообщаться. Серега, дети. Да, Юля, я тебя абсолютно понимаю. У меня... Здорово, Вахрам. Назначь мне день.
Давно чего-то не видел контента у Вахрама. Последнее, что я у него видел... На работе. Время не хватает. Монтаж. Ну вот этот... Сэм. Ты ж как его... Сэм. Да, серьезный Сэм его... Серьезный Сэм. Нарезки очень прикалывал меня. Прям, Да. Что-то ха-ха, половишь. Что-то он прям... Куда-то прям... Все будет обязательно. В субботу поговорим именно с Вахрамом, пообщаемся на канале. У него прям просмотры, я прям хочу сказать, что... Шикарный. Тут еще каждый должен на него посмотреть, на это, да. Я прям, а ты как это делаешь, брат? А вот так это делают. Правильно, надо правильно настраивать ролики. Стратегии он тут наставил, прям. Ну, посмотрел наш с тобой, когда YouTube я показывал насчет YouTube, да? А что у него тут за канал друга Гудмэр? Кто это такой? Я его не знаю. Сейчас мы к нему зайдем и напомним, что... Да, Бархатов, записывайся на прием к доктору Драйверу Чиканоговичу. Базука, прочитай, что Базука написал. Чё, подожди. Немножко, что-то у меня... Я не могу, слышь. И у меня же... Записывайся на прием к доктору Драйверу Чиканоговичу. Доктор Драйвер Чиканогович. Ну, спасибо. Я ж хихи поймал. Ну, смешно. Слушай, четкий юмор, классно. Люблю людей с чувством юмора. Это очень круто. Нет, если у кого-то... Это сейчас в чате сейчас, кто здесь находится, вас очень много. Это же круто. Он принимает, если ты заболел чикакогом. И, Антоха правильно подметил. У него сейчас проблема. Подписочка на Гудмара. Так. У кого-то сейчас проблема. Экзамены. А, у тебя экзамены? У Гудмара экзамены в Вахрам или у тебя? Или у тебя? Или у него? Именно. Если, короче, вы Базука сейчас написал в чате, у вас очень много здесь. Вам всем за это огромнейшее, конечно, громаднейшее спасибо. 18 лайков, нифига себе. 11-12 человек одновременно здесь. То есть все 12, кто еще до этого был или забежит, кто заболел чикакогом, обязательно можете мне написать в комментариях, и мы можем с вами вот так вот посидеть, пообщаться, посмотреть ваш канал. Это не лечится, но мы объясним симптомы. Это не лечится, понятное дело, но мы покажем, где ставить правильные теги и плейлисты, и вы на нем начнете чикакогом прям не болеть, а радоваться. Ха, понял? Я вот так вот все это закрутил, раскрутил. У Гудмара экзамены, все понял. Олег, в Дискорде обсудим. Да, Бархатов, в том-то и дело, в Дискорде обсудим, потому что мне нужно, завтра у меня тоже дела есть, как бы бытовуху никто не отменял, сам понимаешь. Сегодня так получилось, что кое-что здесь... Да, Юля Hot Games, я понимаю, у нее то же самое, как у меня, только в другую сторону. То есть, ну, мне вот жена помогла, то что вот с детьми там, да, а так бы я бы сейчас не сидел здесь с вами, не хихи-хахакал, потому что у меня их тоже, как вот у Юли, трое, и здесь тоже трое. И это как бы, ну, семейные, только семейные понимают, о чем мы говорим. Такие вот дела. Так что, Бархатов, обязательно с тобой можем договориться и вот так вот сесть. Я тебе очень сильно бы порекомендовал вот это вот общение. И во время этого общения как раз-таки ты свой ютубчик поднастроишь, и будет супер. Я вообще не могу вылечиться от этой болезни чикакок и не хочу лечиться. Серега, ты не то чтобы, как это раньше говорят, ты подсел на это, да. Ну, это такой вирус такой, чикакок, да. Ну, почему бы и нет? Ты сейчас вот в чате намекали, пока тебе не было, что ты заболел резидентом. Ну, кто знает, это симптом или это прям какая-то уже точная болезнь. Это я до сих пор еще сам не выяснил. Главное, что тебе нравится, что ты делаешь, когда общение с аудиторией, то есть, да, сидишь, играешь, и это круто. Надо вовремя приходить на стрим и получать свою дозу прививки, она называется Чиканок Ви. Да, она... Базука, тебе сегодня за юмор вообще прям... Доча моя, Дариночка, у меня одна единственная, вот именно что, береги ее, Драйверс М. Драйверс, синдром драйвера. Раньше говорили Дауна, сейчас говорят драйвера, да? Так, драйвер, да. Не надо. Но драйвер, слушай, драйвер, у меня такая, шутки шутками, у меня, когда драйвер сломал драйвер, у меня была не один раз такая штучка, когда в ОБС и на звуковой карте драйвер сломал драйвер, и получилось так, то, что драйвер сломал драйвер, это уже звучит как какой-то мем,
И в конце концов я остался без звука правильного. И Just, конечно же, самый-самый лучший человек на свете, помог, взял терпение, набрался. С ним разрулили эту всю ситуацию. Огромнейшее ему, конечно, за это же еще раз. Уже их сколько раз говорил, говорит, тоже не гоняйте меня в краску. Здесь нельзя не упомнить этого человека. Если такие вещи он помог, как бы, да, Just вылечил драйвера на звуковой карте. На звуковой карте. Молодец. Молодец, когда человек шарит, если где-то я что-то шарю, допустим, если вам нужен перевод с немецкого на русский, обращайтесь. Если вы не доверяете Google Translate, можете мне позвонить, я вам тоже помогу, чем смогу, как бы, да, ну, где-то я силен, а где-то нет. Ну, или, конечно, с мотоциклом или с автомобилем что-то как-то, кто-то вот в своем направлении где-то живет. Я такой человек, что, конечно же, несколько направлений есть во мне, но иногда заходят вещи определенные в тупик, и я тоже спрашиваю мнение или какой-то совет у людей, которые в этом больше разбираются, и советую вам этого тоже придерживаться, потому что ты не можешь знать все, когда-нибудь настает момент, где ты что-то сломал, или ты просто оказался именно момент оказался, что именно ты не можешь метр пройти дальше, ты попался в ловушку, какой-то тупичок, и тебе нужен совет со стороны, и это факт. И есть все-таки определенные люди, где в том или ином направлении прям в 1000 раз лучше тебя, и как раз-таки они тебе помогут. Также ссылочку Чекан уже кидал в чатик. У нас в Дискорде много людей, которые в своих... Сейчас еще раз продублирую вам. Да, и у нас есть свои люди в Дискорде, которые, допустим, кто-то по аниме шарит, кто-то стримит Резидента, он знает там все ходы и выходы, кто-то какими-то картами занимается, кто-то в БХшку. Сейчас вот в БХшку вот синдром Чикаго подсадил меня сам на БХ, а я с этим, я не стал долго заморачиваться, поскольку у меня сейчас одна левая, и одной левой я научился управлять стримом. Стрим одной левой. Я вот сижу, одной левой управляю стримом, общаюсь с вами в чате, и мага... Да ладно, здравствуй. Я тебе сегодня утром вспоминал. Здравствуй, всем привет, здравствуй. Отличного тебе здесь пребывания, общайся. Я еще в детстве им переболел. Ну вот, видишь. Серега, по делам всех, друзья, обнял. Всем добра-бобра в чате. Был Play Games. И пока вы лучшие. Спасибо огромное, Серега, блин, от души тебе тоже лучший. Вот. Стрим еще раз вам поддержку. Работает. Геймс пишет привет. Алиночка, здравствуйте, пишет. Алиночка. Здравствуй, Алина, здравствуй. Танюша, да. Так что как-то вот так стрим, который я хотел сделать на минут на 40, уже перелил опять 2 часа. Это вот все в нашем духе, ничего в принципе не меняется. Вопросы, которые я захотел задать Чеканогу, уже в принципе я задал, но есть у меня еще несколько вопросов, именно наводящих к нему. Нубка Геймс, а ты где живешь? Такие личные вопросы, Базука, пиши, Москва, ладно, если он ответил. А так, в принципе, такие можете в личке, чтобы никого ничего не задевало. В Москве, может, коллабу замутим? Замутите там, это такая партия, туса такая, замутили. Ютуберцы собрались такие у Чеканога на даче, такие, да? Так, да, вопрос последний, в принципе, у меня для тебя остался. 3 игры, которые ты хотел бы, в принципе, прям сильно поиграть, вот прям что у тебя горит, но у тебя нет какой-то возможности или нет пока этих игр не купил или еще что-то, где-то тебе, вот, 3 шестерки пока есть. 3 игры, скажи 3 игры, которые ты прям, вот, Чеканогиус. Resident Evil 7, Resident Evil Village так, вот эти прям обязательно резить прям хочется. И знаете, что еще хочется? Мне 3-я игра. Конечно же, еще 3-я игра, прям вот я бы поиграл, но тоже у меня мое оборудование не вытянет. Это же Silent Hill Downpour. Вот прям вот их на эмуляторе я бы прям... Да, все будет, все будет. Симулировал бы эту Downpourчик, прям атмосфера, дождик, сыро капает. Хорошо, Алиночка, давай. Вот прям вот эти 3 игры я, конечно, с удовольствием. Прям вот Resident и Silent Hill, Downpour, прям... РДП,
она очень... Это что, Резидент, типа вторая часть Резидент или что это? РДР? Resident Evil, RDR это Red Dead Redemption, это... Вспомнил, ковбой там с этими с пистолетами этими, да-да, Redemption, да, Red Да. Red Deep Redemption, да. Канал демонстрируйте. Зелар Пимп, красава. Кто, я не вижу. Говорит, мой канал, говорит, А где это он говорит? Что-то я не видел что-то такое. Где канал? Пока я таких вопросов не видел. Алина, GTA 5. Базука, GTA 5, да. Кстати, вот, разговаривая насчет этого, насчет GTA 5, Антон говорит такой, говорит, у меня на GTA прям, типа, Алина, пока, спасибо, что забегала, хорошо стрима, я побегу, друзья зовут. Все, супер, будет время, прибегай с нами, играй тоже, в Дискорде общайся. Вот, Базука правильно сказал, по-другому я это назвать не могу, но у меня такая игрушка, что-то было с этой связью. Я очень долго хотел ее купить, но не покупал. Если мне память не изменяет, я уже это купил на плойку на 3, потому что у меня очень большая стопка, и в стриме моей игры, посмотрите, у меня... Там еще зомби-мод был интересно, так где там можно... Да, у меня очень много игр. И тащить его там через всю карту. Да. Все игры, которые я разберусь с компом, потом я буду делать в сообществе, позже чуть буду опросы делать именно на плойку по играм, и там вы уже будете голосовать, в какую игру хотели бы посмотреть, что я их буду играть. Это будет позже. По поводу голосовалочки, ребята, кто вчерашний видел выпуск Олегыча, где он там после стоматолога, да, гулял, где глаза пучил. Посмотрите, кстати. Чуть-чуть! Чуть-чуть глаза пучил. Ну, понятно, там после стоматолога как не попучить глаза. Он хочет провести голосовалку. Еще раз покажи, где находится... вкладка сообщества, потому что мало кто о ней видел, мало кто даже, думаю, из ютуберов знает. Вот она, после плейлиста сразу с 3 между каналами и плейлистом. Да, вот после... Здесь уже чеканок, вот уже пока мы здесь сидим, он сейчас опять уже сделал на Кристи Хантер, он сделал, кстати, вот ссылочку поставил, после моей уже... Ребята, заходите туда, всегда какие-то новые каналы, постоянно у кого-то что-то, какой-то стрим, всегда прям делаю лайк, репост, обязательно ставлю, потому что, ну, очень это моя такая как бы витрина каналов, знаете, как бы, да, вот так назову, витрина каналов, людей, которые вот прям, ну, обязательно с вами пообщаются, обязательно с вами поддержат, и, то есть это как бы, ну, мне вообще вот как бы, ну нравится, круто, вот, то есть прям обалденная штука, где можно не только себе показать и сказать, у меня будет стрим, да, а вот там заходите. Ребята, кто с вами, они все равно не пропустят стрим, вот прям вот как хочешь, вот, хочешь, не хочешь, ребята все равно зайдут. Вот, да, вот я уже снял 3 шестерки, как эти. 3 шестерочки вот так вот быстренько на коленочке сделал, и прям... Все, прям одной рукой загрузил, залил, могу скинуть список небольшой, что стоит поиграть, если надо кому. Ну, это такое дело индивидуально, я бы сказал. Да, ребята, еще раз говорю, на... Антоха, кидай, говорит. Откройте канал. Вот если вы на компе сейчас, откройте канал, ребята. Просто откройте канал. Сейчас, секунду. Канал у вас идет, есть главное, потом видео, потом плейлисты, потом сообщество, вкладка сообщества. Вкладка сообщества. Да, там сообщество, вкладка, она, в принципе, у кого 500 уже подписчиков есть, через неделю тебе открывают сообщество, у меня стоит комьюнити, потом идет канал, потом идет информация о канале. То есть это теперь получается раз, два, три, 4 стоит. То есть раньше было 5, потом становится 6, и это на 4 месте слева. И сообщество здесь уже, конечно же, Илюх понаставил, у меня идентичная тема. И я вот теперь думаю, таким тоже займусь чуть попозже, да, буду, то есть опрос какой-то делать, почему бы и нет. Это опять же вот общение, да. Не, просто есть игры популярные по запросам YouTube, что люди смотрят, их обязательно надо играть. Ну да, в принципе, вот Юра пишет, кидай, почему нет? Если у кого-то есть возможность игры или еще что-то, круто. Почему нет? Вот ты сам... Также можете вот здесь вот на канале Discord, прошу прощения, есть предложка игр, вкладка такая, предложка игр. Ребята, можете, кстати, да, кидать списки, что вы хотите там видеть у кого-то на стримах. Можете там черкануть, знаете, вы там что-то напишите, кто-то из вас там, да, зайдет, посмотрит, о, смотри, предлагают эту игру, а дай-ка я попробую. Да. Предложку игр, Антох, скинь, будет круто.
предложку игр раскинули, потом стрим свой кинули, опять же таки, на этот Дискорд. И ребята такие, блин, я эту игру предложил, а в нее кто-то уже играет. Зацепились. То есть я, знаете, сначала люди говорили как? Уйдут подписчики, типа, знаешь, уйдут твой зритель. Ты Да. рекламируешь канал, ты рекламируешь другие каналы, ты вот предлагаешь вот это вот, подписчики уйдут, подписчики разбегутся там, да, тебя. Ребята, не поверите, работает совершенно наоборот. Я сказал, никогда твой подписчик от тебя не уйдет. Если это твой зритель, если нравится твой контент, не уйдет. Если не нравится твой контент, во-первых, найдет другого человека, да. А так как я всех еще приглашаю, ребята, там и мои подписчики есть. Также мы с драйвером вдвоем скачиваем этот Discord. Вот. Очень интересно было бы еще кого-нибудь подтянуть, чтобы кто-нибудь еще тоже раскачивал Discord, чтобы сделать одну такую большую площадку. У меня здесь уже, у меня, вот это вот тоже очень глупо, у нас здесь уже более 20 стримеров, ребята. Если бы хотя бы Да. тоже начали бы качать этот один Discord, вот, где мы все вместе бы сидели, где мы все вместе давали бы рекламу друг на друга, вы представляете, какой обмен аудитории, живой аудитории, потому что бот или какой-то просто подписался и ушел человек, он не будет заходить в Discord. А тот человек, который зашел в Discord, значит, ему что-то уже нравится. А мы на этом Дискорде мы еще предлагаем ваши, опять же, такие каналы. И человек такой, зашел и смотрит. Так, стримы, да, что тут такое? Смотрит стримы, зашел, Серега стримит, так, Левпанти стримит, там этот стримит, тот стримит. Также через эту ссылку вы можете найти своих подписчиков, то есть вы кинули, там больше, там почти уже 200 человек, кто-то зашел, посмотрел. Эвривонте. Нету там такого правила, что не надо всех тревожить. Тревожьте, ребята, шебуршите, общайтесь. Можете просто пообщаться, спросить, как дела, как погода, рассказать что-то о себе, залить видос, ссылку на видос дать, ссылку на стрим. То есть это такая площадка, как я ее вижу, я хочу сделать такую площадку, чтобы всем там было удобно. Как и стримерам, так и подписчикам. То есть, и чем больше аудитория будет на Дискорде, тем удобнее будет нам всем. То есть, и нам, стримерам, тоже будет удобно, потому что мы раз, два, три, ссылку кинул, кто-то увидел, игру предложил, зашел, посмотрел, подписался, лайк, комментарий и все вот это. Это вот очень-очень-очень интересно. Я не оставляю эту задумку по поводу Дискорда, я буду ее прям вот дальше говорить. Представляешь, что 30-50 человек каждый друг другу будет заходить, вот уже просмотры мотаются, да, то есть уже поддержка полетела. Самое минимальное, что ни на есть, поддержка. Больше-то что надо. Вот, Базука, Grand Theft, GTA 5, GTA Online, Fortnite, Minecraft, CS и PUBG. Да-да, это по-любому. Эти игры, они... Да, стандартный. Это стандартный такой списочек, в принципе, согласен абсолютно с этим. У меня еще GTA 4 и 5. Я еще, конечно же, буду уже на этих вещах еще прикалываться, потому что у меня они есть на PlayStation 3. И я, в принципе, много еще чего вы не видели. Но кто не знает список моих игр, то есть вы обалдеете еще, какие я игры буду играть на плойке. Я сам, уже у меня горит, но пока времени нет на это. И я пока еще даже, если честно, я даже не могу нормально брать джойстик пока еще. Хотя уже горит. Буду пробовать на днях. Уже, в принципе, уже сейчас проще стало. Пальцы хорошо двигаться. Так что на днях и джойстик надо зарядить. Он уже тоже у меня сел. А то буду как Алита сидеть тут без джойстика. Так что из этого списка только в GTA 5 играю, Орлан пишет. Это да. Но GTA 5, если честно, сок. Да, я еще 4 года назад видел, как там люди на Twitch делают сутками. И из личного опыта могу сказать, человек у нас, стример в Германии, который реально от стрима на Твиче получает бабки, то есть это егошнее, что он переделал это в профессию, всю в работу. Человеку, на секундочку, нету даже 30 лет, у него столько всего уже есть, и он сейчас играет в GTA 5 на Твиче по 8, по 10 часов, да, стрима. Это реально, то есть это тема, то есть я в шоке был. Я думал, она уже упала. Все. Я сейчас объясню, в чем прикол. Ты становишься заложником вот этих 5 игр.
Все, да, шаг вправо, шаг влево, твоя аудитория начинает. М, А когда GTA 5? А почему не Fortnite? А м. где Minecraft? Fortnite, кстати, тоже, да. Counter-Strike когда будет? М, Ночью в паб сегодня не пойдем, а может в паб? И вот это вот ты будешь каждые полчаса, да какой да. каждые 10 минут отвечать на эти вопросы. И это аудитория, которая тебя в итоге просто затоксит. Ну, не затоксичит, она тебе надоест. Она будет большой, не спорю. У тебя будут М. просмотры, у тебя будут лайки, у тебя будет число подписчиков. Но какое это удовольствие, когда ты будешь со своей аудиторией разговаривать, отвечать на вопросы, а когда GTA, а когда GTA Online, Не по сколько теме. можно, а пойдем в Counter-Strike, а может быть в PUBG сыграем, а Да. у тебя уже есть клатч, и вот это вот, а ты будешь это, а вот это, и вы знаете, это будет, ну, просто это, ну, я не знаю, вот по мне, это сугубо мое мнение, ребят, по мне, меня бы это просто, ну, достало, знаете, но я вот сидеть играть в одну игру год. Вы же понимаете, да, что вы будете год в нее играть, 2, 3. Подписчики вырастут, а потом ты не Да, сможешь уже поменять подписчики. игру. Не сможешь Не буквально. сможешь ни шаг влево, ни шаг вправо не сделать, потому что эта аудитория у тебя заточена строго под под эту игру. Да-да, Ну в вот и этом это все. что-то есть. Ты заложник ситуации, ты ничего с этим не сможешь сделать. Ты перейдешь в другую игру, подписчики зайдут, твои, а чё не GTA? А, М, где GTA? Когда GTA будет? м. Блин, да выключи, давай в GTA. И вот оно все прям вот, когда... Вот, видите, я поиграл один раз в Pine и Fortnite на каждом стриме, теперь меня спрашивают, когда. Вот, Илюха прямо в точку. Все, И вот, попался уже, серьезно, попался. да. Это есть такое, я с тобой тоже согласен, присоединюсь к твоему высказыванию сейчас. И из-за этого, если честно, опрос я буду все равно делать под комьюнити именно игры, которые сейчас у меня лежат на столе, которые я готов поиграть. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, игры, что я скачиваю, что я покупал, конечно, на плойку я покупал много игр рандомно, потому что я не знал, о чем суть, они у меня есть. Но я буду играть по настроению в игры, которые меня интересуют, а не так, что вот, как ты говоришь, вот это вот. Я за этого просто включил по фану, взял Tekken, включил, потом взял Драйвер Сан-Франциско, включил. Кто-то мне там заходит, я сам обалдел, думаю, ах, кто туда придет? У меня на Теке не такой актив был. Я такой, ребят, вы что, серьезно? Я думал, они там Резидента там ждут или что. Я Текен сижу, играю PlayStation. Как у меня налетели? Я хотел поиграть. Я потом сидел еще полчаса чат читал. Понимаете? Вот я вам Я говорю, в этом месте... сделайте свою аудиторию, она должна быть вашей, она не должна Да, быть аудиторией игры. да. Если это аудитория игры, А я не хочу быть заложником игры, это факт. да, вы заложник игры. Это ваш стрим, это ваши эмоции, это ваше, в первую очередь, время. Вы тратите на это время. А время тратить на то, чтобы у вас всего лишь число подписчиков росло, ну и что, оно вырастет, да, там, да, может быть, вы там включите эту свою монетизацию, там, какая-то монетка. Но потом даже это уже начинает приедаться, потому что смотришь на других и думаешь, да, вот у тебя все включено, да, у тебя все есть. А ты сам-то доволен? Вот ты сам-то доволен, типа? Ну как, вот ты доволен сам? А он и уже все, человек уже вот здесь вот ему. Вот он устал, он хочет что-то как-то переключиться, он начинает переключаться, ему аудитория не дает. Стой куда? Подожди, ты здесь сидел, вот здесь и сиди. То есть ты становишься заложником, и меня бы это задушило. Меня бы это конкретно задушило, я бы, на самом деле, я бы сказал, все, возьму отпуск, там, да, перерыв. А это, знаете, вот тоже, сколько меня там, 10 дней меня не было, да, вы знаете, вчера я включил стрим, меня трясло, мне было страшно. Я такой, господи, что же это, как же провести, как же провести? Потом так, ладно, проведу, как всегда, просто я, игра, Плюмчик говорит, картой, давай картой, все, поиграем. Все заходят и говорят, что это за игра? Вообще не понимаю. Я, говорит, вникнуться не могу. А я такой, да я сам еще не могу до конца понять, что вообще происходит на самом деле. Типа какой-то леший фотографирует каких-то животных. То есть я могу как-то объяснить какие-то, да, там вот, ну что сам базисы какие-то. Ну а что дальше будет, я вообще не понимаю. Но с каждым моментом, когда игра чуть дальше, она расплетается как клубок, как клубок, как клубок. Я сначала думал, она вот такая будет. Она М, вообще сейчас перевернулась из одной плоскости в другую. Она у меня была 3D от первого лица. Плюс ко всему я сидел, играл за столом в карты, да, вот эти карточная игра, там вот атака, защита, атака, жизни, там вот это вот все. Она у меня сейчас хренак в 2D пиксель. Что?
Что, ребята, я не понимаю, как это получается. А вот, и в этом пикселе опять эти карточные бои, там, да, вот, и я не удивлюсь, сейчас после этого этапа она опять перевернется, и плюс ко всему, между этими двумя этапами мне вообще там создатель игры какие-то видеоролики показывал, причем со своим участием, что он эти карты нашел. Фотографии я видел. Фотографии каких-то людей тоже, типа какая-то там женщина фотография, прям живая, все, вот она фотография, то есть в игре, в пиксельной игре живая фотография, что это такое вообще? То есть это такой, знаете, это такой действительно пролом четвертой стены. Ну, Это круто, это интересно такой эксперимент, типа, вау. Да? в том-то и дело. В начале трейлер, да, вот включил игрушку сейчас, Medal of Honor, Орлан залил прям Warfighter, часть первая. Да. Warfighter, прям часть первая, Ссылочку можно в чате, пожалуйста? А, конечно, можно, ссылочку обязательно. Он прям вот, оно прям свеженькое, как свежие пирожки, то есть 2 минуты ролик на ютубе, а мы его уже здесь смотрим. Так что для эпичности. Там в начале трейлер. Трейлер это круто. Драйвера Бравл Макса ждут. Ты представляешь? Вот, да. Обалдеть можно. Medal of Honor я раньше вообще тащился, то есть по PlayStation. Заблокировали за что, господи, за что? Бархатов, Сашка, прекрати его бадить, он стихи пишет нам, вот, и так хорошо написал. Ну, Бархатов, пожалуйста, отстаньте от Максима. Пускай отдохнет чуть-чуть. Он уже понял. Не, игрушка хорошая. Я еще игрушку эту PlayStation полюбил еще на плойке, на первой. На первой, да. Третья тоже удавалось мне чуть играть. Я сейчас не помню, есть у меня в последней коллекции теперь у меня есть Medal of Honor или нет. Но я любитель именно вот этой вот классической Medal of Honor, которая еще была на компьютере, на первой PlayStation, где прям вот Вторая мировая, такое все действие, да. Потом куда-то определенные игры, как и Call of Duty, скатились, не понять ко всему этому, да, слились. Первые части вообще прям обожал, был ценителем в свое время. Это мы обязательно посмотрим. Колда и уничтожила Medal of Honor в пух и прах. Но они сами себя на самом деле немножко поддушили. Что вот возьми сейчас Battlefield, возьми, что колда, как бы они как-то вот собрались туда, слились, и это все это понятно. Здесь все сливается к одному. Игра онлайн, игра, чтобы был кооперы, да, вот эти вот. Я раньше играл в Medal of Honor или в Call of Duty, именно сам проходил кампанию, кайфовал от сюжета, да, то есть действие Вторая мировая война, ты выбирал какую сторону там, и в принципе играл там, да, иногда ты в одного шел, иногда с тобой были несколько человек. Это вот было, вот я находился как в каком-то кино про Вторую мировую, или сам был участником, то есть каких-то там действий, а потом куда-то это все перелилось чуть фантастики. Мне уже, когда колда началась, МВ1, МВ2 пошла, у меня даже есть на PlayStation на 3, я там начал, то есть первых пару игр шел, такой, думаю, что происходит вообще? Я такой, я знал колда, где там Вторая мировая, у меня есть колда 3, да, на плойку, я обязательно ее включу на стриме, я ее проходил, я не знаю, 3-4 раза, честно, вот это вообще просто, я до сих пор, потому что там еще в третьей части еще про колду идет, то есть именно действие Второй мировой войны, именно история, вот этот сюжет истории, отрывки про каких-то героев там, да, то есть это связано с чем-то с вот этим, да, а когда уже пошли вот эти Modern Warfare, то есть модная вот эта модернизированная война, вот это все действие, много чего наперепридуманного. Некоторые, конечно, в начальных версиях мне нравились темы, но потом я просто реально перестал за этим следить, потому что это уже все, это не в мою степь, не в мою. Тут я первые части я ценил именно за сюжет, именно истории, чтобы как бы смотрели, сюжет и истории, как вот в первая часть колда, как Вторая мировая, как была, когда ты забегаешь на Рейхстаг с флагом, бежишь, когда ты выигрываешь игру. То есть вот это вот исторический момент, который много в каких странах переписывают, что не та сторона выиграла, а эта сторона выиграла. А именно в этой игрушке, то есть видит много детей поколений, людей, что это, там еще история подлинная, на секундочку, потому что там упоминается о английской армии, о французской армии, американцы и так далее. То есть там все вот, как я знаю по истории, как мы учили, там все вот это вот, как делилось это все дело. А вот эти вот чересчур модернизированное все, оно понятно, оно сделано только в целях заработать деньги и много денег,
и кооп. То есть онлайн играют. Понятное дело, оно заходит народу, пускай заходит, но я ценитель именно той классической Call of Duty, где прям сюжет, история, когда тебя затягивают, ты понимаешь, о чем идет речь. Ну, потому что я еще в школе как бы учил, еще в России еще историю учил, знаю, что та или та сторона участвовали, истории, какие-то там события, и это прям круто. Вот. И Базука тоже так же пишет, да, все, часть тебе понравится. Конечно, я знаю такие вещи. Да, именно. Все, я абсолютно согласен. Такая, знаете, ремарочку сделал по поводу Medal of Honor на первой Sony PlayStation. Самый прикол там было, да, миссия, где ты аусвайс. Предъявите ваш паспорт. Это было что-то с чем-то, когда ты был с глушаком. Потихо надо было там убивать, можно было без убийств. Показывать вот этот на подводной лодке там что-то, да, вот этот показывать документ. Это было вообще что-то... Исторические моменты. Да, что-то типа как шпион, там вот это вот все было очень прикольно. И второй момент такой запомнившийся из тоже Medal of Honor. Первой части на первой Соньке это когда появились, конечно, рыцари, которые рубили тебе просто нещадно. Это было просто какая-то жопа горения, и я, по-моему, так и не прошел первую часть из-за этих проклятых рыцарей, которые меня просто разрывали, да. И она, по-моему, занимала 2 блока карты памяти, если мне память не ошибает, по-моему, она 2 блока карты памяти заняла. Обалдеть. Да, это было прикольно. Да, я помню еще на первых Соньках вот эти вот квадратненькие картриджи, где джойстик ты вставлял, большие разъемы, такие картриджи вставлялись, там по 8 мегабайт было или по 16, потом уже стало. Представляешь, там, чего-то там. Это была стелл-миссия, там надо было еще фотографировать. Да. Ты там типа как Базука, типа как шпион был, фотографировал. Фарагос, добрый вечер. Леха, здоров, давно не виделись. Здравствуй. А ты что под Эльфиевой башней пробегал? Что ты под Эльфиевой башней? Да, конечно. Да, Франция. Приятно тебя видеть. Да, очень рада. Давно не виделись, да. Тебе тоже море позитива, океан здоровья. Не болейте, кто болеет, выздоравливайте, пейте чай зеленый, пейте чай с мятой и вообще с медом, блин. У нас тут недавно тоже на днях заходила девушка, до сих пор еще болеет, уже не один день. И все по известным нам всем причинам это болеет, но у нас некоторые люди до сих пор еще с умом не дружат, и это я потом как-нибудь расскажу. Так давно стримов не было. Да, кстати, The Division у него последний раз играю. Фарагос. Рассказывай, Алексей, куда... Был, Лех, куда пропал? Куда пропал? Говори. Мы тебя ждем. Я заходил тоже на канал, зашел, тишина, ничего нет, то есть... Потерялся куда-то Алексей, но надеемся, что на ютубчике будешь, потому что... Надеюсь, что ты занят приятными делами, отдыхом, каким-нибудь там шашлычным двором, потому что погода... Ой, про шашлык не говори, да. По поводу этого. Я просто... Все понятно. Ах ты какой, а? Да, все понятно. Оно тебе надо, вот это вот, Натрова? Успехи Натрова. Фарагос, расскажи нам, пожалуйста, про эту площадку, так как ты с ней прям контактируешь плотно. Как успехи вообще? Что там новенького появилось? Может быть, что-то изменилось? Может, что-то расскажешь? Миша, медведь с пивом, привет. Миша здесь, спасибо большое. Да, он с нами, Бравл Макс тоже здесь. У меня аллергия пошла, черемуха и серии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. YouTube хня музыку не разрешает. Ну, Трову тоже скоро запретят. А это все будет все под одно. Все хотят зарабатывать. Это нормальная тема. Музыку скачай в творческой студии, загоняй, и все будет хорошо. Да, музыка тоже. Не знаю, я вот музыку сколько раз крутил, радио просто включал, и... Все нормально, да. Все нормально, никаких... У нас тут последние разы были на стриме, был один товарищ, он подсказывал лайфхаки, как сделать так, чтобы музыку твою, тебе авторка не пролетела даже на ютубе. Я такой, ничего себе, так... Я говорю, а что так? Можно было всякие безавторские сайты включил там какой-нибудь, то есть ты кайфуешь, музыка идет. Я просто неплохие треки нашел на творческой студии, если мне надо будет, я могу фончиком включить. Сейчас, поскольку мы разговариваем, общаемся, тут мы смотрим иногда видос, и я этим просто сейчас напросто не пользуюсь. И так вот в начале стрима включаю, треки с творческой студии, и мне за это тоже ничего не будет. Они для этого существуют, а есть прям платформы. Мне кажется, Just говорил, какая-то страничка была, я сейчас не помню. Благодарю за просмотр. Да, уже почти посмотрели, прикольно. Я, конечно же, потом попозже включу музыку. Я сейчас без звука, конечно же, потому что мы общаемся.
круто. А так... А там, в принципе, неплохая озвучка, так что всем желаю, точнее, советуем забежать, посмотреть. У Орлана, в принципе, вот мы последний раз, когда Илюха не знал даже такой канал, я ему зашел, показал. Ссылочка еще раз вот в описании, в чате, точнее, извиняюсь. Ссылочка в чате на этот канал. И Илюха познакомился с этим каналом, получилось так, что у него вот эти вот игрофильм, да, заходить, смотреть, то есть хотите покайфовать, вы любите играть в игры, но вам некогда, или хотите какой-то фильмец посмотреть, вот, включил там, да, полчасика, часик включил, прям вообще. Весь сюжетыч как на ладони, все прям... Красота, просто кайф. Очень, очень круто, да, прям взял и посмотрел игру. Просто посмотрел игру как фильм, потому что сюжетыч в играх это не просто там бабушка надвое сказала, а это... Да, ну просто, да, во многих играх прям заложена прям такая четкая информация, так же как с этими головоломками или каким-то сюжетом. Некоторые упускают этот момент или теряют изначально вот эту нить, хотя разработчика игр, они были как бы там существует сценарий, существует вся вот эта тема. И, короче, все вот это. Что там, мне лень делать превьюхи, теги, описания в Ютубе. Ну, это такое дело, как бы. Разленился за месяц на Трова. На Трова раз-два и готов стрим. Понятное дело. Ну, как бы, смотри сам. Хозяин-барин, как бы, никто никого не... Я как бы делаю, чтобы это осталось на будущее, чтобы это можно было посмотреть позже чуть-чуть. И это будет круто. Конечно, на себя чуть со стороны потом посмотреть, что было, как развивался и как куда. Иногда вот мы здесь тут сидим, чирик-чирик, там общаемся, там, да, вот это вот все. Все-таки пересматриваешь, какую-то делаешь работу над ошибками, там, и слушаешь, где-то, может, у тебя микрофон портачил, где-то ты там с камеры не поднастроил. Сейчас свет горит, но уличный свет до того перебивает, то, что у меня все равно пересвечивает. И если у вас есть минутка после стрима или после какого-то контента, посмотрите свои каналы тоже, то есть свои какие-то фильмы, то есть контент, работа над ошибками, вдруг что-то вас не устраивает, и вы из этого можете извлечь какую-то пользу, чтобы в следующий раз делать качественные для себя, как бы, ну и для нас. Это, конечно же, чисто сугубо мое мнение, но то есть тема есть, как бы, да, посмотреть. Все идем смотреть игрофильмы. Да, ссылочка вот была в чатике. Орлан, заходите, Large Game, точнее, о, мне сейчас переключилось, потому что закончился стримчик. Очень прикольная тема, потому что у него это вам не то. Именно. Нубка подтверждает. Потому что бывает такое, я сам как-то, у меня такое было, то что стримчик включил, что-то микрофон там двоилось, потом еще что-то было, и тут раз, сделали работу над ошибками, помог человек, сейчас сами слышите, звук все-таки переходит от моего микрофона, хотя микрофон в принципе дешевый, как вот мы на днях с каналом DemOff что-то разговаривали, он купил очень такой клевый микрофон, но человек сказал, мог бы в 5 раз дешевле купить микрофон, типа, и он был по качеству был ничего не хуже, да. Ну, то есть, дело не всегда в цене микрофона, дело в самом микрофоне и в настройках в OBS, да. Тут такие вещи, знаешь, можно узнать от людей, которые в этом понимают, и это очень круто, то есть, у нас есть много друзей, народа, которые, допустим, кто-то шарит в какой-то иллюстрации, там, превьюшки. Кто-то понимает, там, более или менее хотя бы делает шорты, есть какие-то у него определенные навыки, какой-то есть, как сказать, но уже пробовал, знает, допустим, что залетает, как бы на его канале, да. Кто-то с описанием шарит, кто-то с настройками ютуба шарит, кто-то везде есть какой-то человек, кто-то вот понимает по микрофонам. Мы тоже вот разобрались с этой темой, и это круто. Да, это очень хорошо. Славил настроечки, прям и такой, надо будет поднастроить. Поднастроишь, я надеюсь, это все будет у тебя сейчас сделаешь такие же. У нас одинаковый микрофон, это упростит эту всю тему. То есть, если Илюха возьмет настройки прям идентичные с моим, то есть все-таки будет есть тема, она сейчас уже хорошо уже работает. То есть разница микрофона, который был год назад с наушников, и вот этот микрофон, она как бы уже есть. Уже, да, вот такой уже какой-то прыжок. А если
Подожди, А я, если пересматриваю свои стримы, мне стыдно. стыдно. Вопрос, Вот, почему стыдно? Ну, почему стыдно? мне тоже могу ответить, потому что смотришь на свои какие-то... вроде, когда ты на стриме говоришь такое, вроде представляешь себе, что вроде все подделку. Все круто, да? Да, вроде как все, вау, как я тут все туда-сюда. А так, когда пересматриваешь, такой, Да. что-то хрень какой-то тес. Что-то где-то сморозило, а уже как бы стрим-то не вернуть. Да. Да ладно. Ну, вроде там все вроде поржали, ну хорошо, хоть так. В смысле криво играет? Ты не. Все неправильно, криво играет. Ничего ты не криво не играешь. Хорошо. Криво играю. Вот это тоже по поводу вот этого, меня тоже вот навязывание вот этого какого-то шаблона. Стример обязан сидеть и играть прям вот на, как я не знаю, как кто, прям как черт из табакерки. Общение. Вот должен из кожи вон вылезать, чтобы вот прям вот, чтобы прям вот оно прям вот захватывало вот это. Ребята, еще раз говорю, на стриме игра это фон. Самое основное это всегда стример. Если вы сидите со скучным лицом, будь Да. у вас компьютер, я не знаю, там за 100 тысяч долларов, будь у вас игра эксклюзивная, которой ни у кого нету, если вы, извиняюсь за выражение, унылое говно, вот, у вас, ну просто, извиняюсь за выражение еще раз, ну, неинтересно, хоть что у тебя там, ну, вот хоть что у тебя там будет, вот. Если у тебя подача унылая, скучная, и ты сидишь, играешь, вот в тупую, я просто много стримеров, которых вижу, он просто сидит, играет в игру. Все. Вот человек, и пытаешься пишешь ему привет, Мгм. он Да. просто сидит, играет в игру. Это неинтересно. Неинтересно, ребята. Вот когда вы общаетесь с чатом, еще смотрите как бы, да, свой контент, ну, делаете какие-то работы над ошибками, стараетесь как-то вот себя немножечко где-то подправить, где-то, чтобы было интересно в первую очередь и вам интересно. Если Ну да. вам интересно, то и зрителям интересно. Да. Вот, так что это вот такое вот золотое правило, мне кажется. Если тебе не интересно, ты сидишь унылым говном, ну, такое, это не жди никакой реакции. И потом не спрашивай, почему у меня что-то там где-то, а здесь вообще никак и ничего. Потому что я видел ребят, с которыми я раньше сотрудничал, да, которые там потом меня обвинили, у них там компьютеры, я вообще манал. Вот, они там игры покупают, там и все такие деловые. Вот, они как остались на том уровне, на котором они были, когда мы познакомились, они до сих пор там и есть. То есть вы представьте, да, я за, ну давайте будем, да, там за вот 3300 часов на Ютубе я набил 666 подписчиков. Это не, ну, знаете, 666 тысяч подписчиков красивое число, базара нет. Но самое главное, у меня есть какая-то аудитория, у меня есть друзья появились, да, у меня появились общение, у меня появилось общение, у меня появилось очень много общения, настолько много, что у меня времени просто не хватает даже на общение. Я уже такой, ребят, там вот сейчас вот 10 дней отдохнул, да, такой, блин, мне прям вот по кайфу, прям вот я вчера сидел, играл в карты, да, с Плюмчиком, мы там втроем сидели, без разницы, мы сидели с Плюмчиком вдвоем играли в карты, и я все равно кайфовал, потому что вот у нас что-то там получается, мы там вместе кого-то уничтожили босса там. Справился быстро. Как. Хорошо, прям, знаешь, прям я такой, вот это кайф, вот это адреналин, вот это супер. Вот. Потом, конечно, я хотел еще один подрубить, но у меня там дела отвлекли, там еще там надо было какой вопрос решить. Вот, и это прям вот, ну, действительно приятно. Мне как бы мне все равно, сколько, какое число, вот, если интересно смотреть, я смотрю. Вот. К Team Candy заходишь, то маска надень, то бейсболку, то раньше стик был, сейчас он уже лицо показывает. То есть, знаете, как бы человек не стоит на одном... Нежданчик какой-то есть, Тимыча. Отмудохали, да, вот это вот самое, да. Вот, и, знаете, вот он как-то не стоит на месте, он развивается, что-то у него вот это... У меня 6500 часов просмотра,
охренеть. Гидробур. Фига себе, Серега. Я не- это- Вот уже ну, он давно уже занимается, может, ты уже давно сидишь уже, как я не знаю, это же надо тоже как бы время, сколько, ничего себе, сколько часов. А это у меня сразу вопрос, это твой первый канал? Или Уже 10-й, да? канал? Да, потому что некоторые люди, знаете, нет, 2017 года. А почему Гидробурыч канал не растет? В чем проблема? Я не знаю. Хорош. Просто захожу на стрим, смотрю описание, хэштеги здесь стоят. Так, лайкос ему жахнули. Мгм. Почему у Гидробурыча здесь тоже какие-то... Сейчас мы зайдем, я включил Юрец, посмотри, канал показываю какой, а. Тут у Юрец тоже сейчас 83 уже, подрос чуть-чуть. Балтер... Да-да. Он не скрывает свое лицо, а баба... Нет. Здесь вот он красавчик. Вот, сидит, Я знаю. прикольно так сделал, вот этот вырезает вот самая, да, вебка, обрезает такой этот. Юрец тоже общается четко со всеми в чате, следит за чатом. Заходим в чат, видим все наши: Лена, Серега, Just Go, Гидробур, Зомби, Катерина, Настя, все здесь. Это вот, когда я вот захожу кому-то на канал, с которым мы сами недавно познакомились, показали этот канал аудитории, и ты заходишь, смотришь чат, и ты видишь, что есть плоды того, что ты показывал, старался там, да, там. Мне очень нравится, Супер. как у неё сделана вебка. Вот это вот темное пятно, которое такое... ву-ву. Ну, обрезает тогда вот. Прикольно, эффект очень классный, очень классный. У него всегда веселуха, общение в чате, постоянно чат, там что-то друг с другом, там туда-сюда. Очень круто, прям чё- весело, реально весело смотреть, прям, Да. ребят, читать прям вот, ну, действительно интересно. Они там как-то так общаются непринужденно, там даже вот игра у него на фоне, у него вот он чё-то Да. лез, он сидит, играет, да, ему игра нравится, он что-то там лазит, старается сказать, чат вообще о другом. Чат сразу ушел, все, там, чат о своем о чем-то, он смотрит на чат, и он каждого человека понимает, просто он понимает, как говорит человек, как общается, как он пишет, да, вот там, то есть можно не поставить ни одного знака препинания, но просто человек написал одно предложение, он прочитал и понял, о чем он говорит. Да. И он еще так раз и шуточку туда, хоба, и тут человек его тоже В понимает. принципе, да, весело, было дело. Это Чувство весело, юмора, очень круто, всё. это прям смотрится офигенно. Прям я Да. смотрю, думаю, вот это круто. Вот это уровень, да, как бы общения Да. со своей аудиторией и знания своей аудитории. Потому что некоторые, вот они вот... В воскресенье, я помню, на стриме присутствовал, там как начали, там про труселя и так далее и тому подобное. Такие приколы были прям. Все дела. Мне очень весело было, я говорю, а потом кто-то такой, о, что такое? Я говорю, наоборот, круто, то есть все люди адекватные, там 30, да, с копейкой, там, да, конечно, там, ну, юмор четкий был, то есть в чате прям чувствуется, заходишь, там все, о, там Ольга Админовна, потом еще кто-то, короче, ну, прикол, да, то есть... Вот, сейчас тебе скажу. Серега, потом Playgames. Когда Серега зашел, потом еще... Лиза, во. Лиза, Ольга там, да. И, короче, ну я смотрю, тут такое половина здесь находилась, которые как бы связаны тем или этим, да, с зомбаком связаны, потому что женский коллектив, сразу видно, откуда ветер дует. Ты сам понимаешь. Намек мой, ты понял? Гидробур на Elden Ring за 55 стримов где-то 3000 часов собрал. Нихуя себе. Ну, обалдеть. Ну, стримы не маленькие, во-первых, но Elden Ring, опять же, она была хайповая. Бархатов 6200. Ну, что у тебя 6200 заходов на канал, но не часов же. Подожди. Нет, 6200 часов, он говорит. Да, нет, это просто 6200, наверное, заходов на канал. Подожди, сейчас посмотрим. Ну-ка, на канал зайдем Бархатова. Я тебе говорю, это у него только вот часов. Он только начал стримить-то. Подожди. Стоять. Да, мы можем зажать. Ах, часов, да, часов. 17 тысяч заходов тут таких на канал, 17500 у Бархатова, да, 6500, ну это прям, я не знаю, слушай, часов, ага, или что-то неправильно. Нет, скорее всего, Александр, мы попозже поговорим, я тебе хотел все равно кое-что показать. Бархатов жжет, теперь понятно, почему вот так уже. Ну да, там вот такое...
Я, короче, Часов у меня тоже крышка съехала. я смотрю, вот у негошние теги, у тебя тегов очень... Олегович, я прошу прощения, Да-да. телефонный звонок, я, возможно, отойду. Да. Вот, со всеми, всем огромное спасибо, если что, не успею, вот, всех обнял, лучшие, спасибо, что... Вопросы все задал. Все, давай. Так, насчет тегов Бархатов хотел поговорить как-нибудь, я тебе еще скажу, что добавлять маловато. Можно чуть-чуть добавить тегов, а так, в принципе, нормас. Уже тут, я видишь, у меня настройки в VTQ, я здесь много чего могу видеть, и у тебя еще есть кое-какие вещи, которые ты мог бы здесь поднастроить. В конце стрима, допустим, понаставить вещи. Я тебе потом попозже покажу. Мы можем с тобой обязательно связаться, конечно. Вот, Медведь. Дата регистрации 22 апреля 2010 года. 107 804 просмотра. Именно человечище. Юрец, Чеканок. Смотри, Чеканок, у него 126 427. У меня сейчас вот 200 тысяч поднабирается. У меня будет сейчас вот через месяц 2 года канала. Но это просто, опять же, вот эти просмотры на канале Shorts набрали очень сильно. Очень, то есть вещи у себя в шкафу. Бархатов, это пишите тире, живые эмоции. Александр просто... Тебе надо с каких-то вот таких приколов надо делать шортс или какие-то короткие видосы, прям где ты там угораешь, прям все, просмотры прям в кармане, точнее на канале. Да, 17 тысяч, нормально. Канал создал 30 января 2021 года. Вот уже год канала был, еще через год вообще будет. Ты машина для убийства. Тимыч, ты сейчас тоже жжешь, конечно, жжет. Такие вот дела. Ну-ка, здесь еще Резидент. Что это у нас? Bartleby Video Games. Юрец. Тим огонь. Конечно, огонь. Тима сейчас, если на Акуме это все там пройдет, порвет, это вообще будет. Это ему, блин, после таких игр, блин, мне кажется, с этими Акумами связаны. Там вот такие вот яйца вырастают у этого игроков. Прям это реальная какая-то тема. Но я говорю, такие игрушки я вряд ли играть буду. Мне тут Резидент бы так пройти бы, помучиться. Такие вот дела. Так что, Александр, попозже, через часика 3-4 обязательно можно будет, если ты еще спать не будешь, через 4 лучше, конечно же, обязательно свяжемся, я тебе покажу, где что тебе настраивать еще для стрима. Мы сегодня уже насчет этой темы думали, то есть у тебя через Android какие-нибудь приборы, ну, чтобы там, допустим, с планшета или с телефона мог бы там какие-то вещи доделать именно на своем канале, то есть для своих видео вообще вот круто. А он еще ко мне пойдет на стрим проходить эту игру. Ну, само собой, в том-то и дело. Это еще та штучка. Такие вот дела. Хотя, знаешь что, Сань, ты же здесь. Чем мы будем-то резин тянуть? Так, это я оставляю на фоне. Заходим. YouTube. Здесь пока все нормально, ничего никуда не двигается. Я не знаю, что сегодня буду делать. Окей, Олег, мне это надо. Да. Тебе это нужно. Сделать попозже нужно тебе будет это обязательно. То есть зайдешь в творческую студию с планшета, скорее всего. И мы тогда уже разбирали такие темы. Заходишь на свой видос, заходишь в настройки. И потом здесь вкладочки будут подсказки. И вот здесь подсказки, это все дело это сделаешь себе. То есть, когда у тебя заканчивается будет стрим, чтобы... Попозже, конечно, занимайся точкой. Это на первом месте стоит. YouTube потом сделаешь подсказки, поставишь там, допустим, ты можешь 5 подсказок ставить на свои плейлисты или на видосы, и все в этом духе. Это мы можем с тобой позже, конечно, разобрать. В Дискорде я тебе покажу, и будет все круто. Приветствую, Олег, отличное настроение, замечательного дня, друг. Алекс К. Привет, спасибо большое. Братуха, давай не сейчас, давай по Дискорду свяжемся, сделаем. Конечно, всем привет. И тебе. Конечно, мы попозже свяжемся по Дискорду и все разберем. Сегодня у нас такой был стримчик, показывали канал вот этого человека, разговаривали с ним, то есть канал-то это одно, а мы именно общались с ним на тему, то есть у меня были вопросы, задавал вопросы именно Илье
наводящие вопросы, как бы, ну, интересно было, может, кому-то интересно что-то узнать о этом человеке поближе, побольше, то есть задавал ему, и как бы мы здесь спросили, поговорили, и такие вещи я хотел бы еще сделать с другими, конечно же, стримерами. Кому будет интересно, пишите в комментарии именно под этим стримом. Мы можем также с вами связаться, и, соответственно, те же вопросы вы получите и вы. Хотелось бы, ну, мои вопросы, а ваши ответы. То есть ваши, именно чтобы вас познакомить поближе с аудиторией, познакомить с другими каналами и показать в этом же стримчике ваш канал. Я Алекс, канал «Ничто не истина». Все, понял. Привет, Алекс. Я тебе и думаю, что-то Алекс, что-то знакомо. Точно, «Ничто не истина», да. Всегда заходит, точно, всегда комментарии, тоже ежедневный контент. Я домой еду с работы. Ну, супер. Я надеюсь, что не за рулем, потому что аккуратнее тогда. Лучше телефон положи, потом посмотришь. А у нас тут стримчик, и начали, как обычно, так, на чуть-чуть, и затянулся, и уже почти 3 часа. Такие вот дела. Илья ответил на вопросы, которые, в принципе, я вчера приготовил. Так вот, у меня такая родилась идейка, думаю, почему бы нет. Плейлист, где называется у меня на канале плейлист «Специальный гость». Сегодня здесь был с нами канал Чиканок Стар Супер. У нас, в принципе, совместные стримы были уже не раз. Но вот именно эти вопросы, которые я сегодня задал, еще никогда не было. Всегда, «Ничто не истина», всегда поддержит мой канал. Да, он всегда поддержит, спасибо ему за это. Да, он не только здесь, он и у Юли Hot Games, и Анюта, и Angry Wolf, и где только его нет. Он везде есть, он присутствует у меня частенько. Спасибо тебе за это. И все, кто знает канал «Ничто не истина», они, конечно же, рады, что познакомились с тобой, потому что пишите ему комментарии, смотрите, соответственно, он будет у вас. Это то же самое, как и Мага Гелендваген Дрифт Channel. Если вы ему написали комментарий, то вам комментарий взаимка и просмотр, соответственно. Там вообще об этом даже речи не может быть, то есть все будет. Что еще? Алекс, кстати, на днях у него были парочку неплохих таких шортов, коротких видео. Делаю в том же духе. С того момента, как я познакомился с твоим каналом, прошло менее полгода. У тебя канал прям полетел вверх, и сейчас уже тоже 100 с лишним подписчиков, и это круто. То есть есть какой-то рост, и записывая шортс, они помогут все-таки продвижению. Я в этом больше чем уверен. Кто не связан как-то с темой шортс или как-то хочет познакомиться, какие-то вопросы есть по шортс, можете мне, в принципе, в личку писать или какие-то вопросы задавать в комментариях под стримом или под шортсом, и я вам, конечно же, на них отвечу, потому что я начал заниматься этим, продвигать как-то, и шортс помогли развитию канала, и, опять же, взорвали вот эти все просмотры на канале. Я говорю, у нас, я думаю, через несколько дней, буквально 4-5 дней, и я уже подберусь к отметке 200 тысяч просмотров. Потому что шортс, это прям, они взрывают это все дело. Алекс, приветствую, друг, благодарю, отличного тебе настроения, замечательного вечера, друг. Да, ждем от тебя нового контента. Я уже, знаешь, у меня такая уже утром стала такая утренняя пробежка. Я встаю. Сперва идет стрим от «Ничто не истина» Алекса, потом идет стрим от Юли Hot Games, а потом уже я уже что-то начинаю делать. А потом уже или Чиканок, или еще кто-то другой. Потому что у них, в принципе, вот такой вот частенько вот утром в одно и то же время они выкладывают контент. У нас как бы время в часовые пояса, вот эти все, время чуть передвинуто. Из-за этого я это вижу утром, а у них как бы контент уже выходит там ближе к обеду. Такое дело. У нас там по 3-4, по 5 часов разница во времени. Это, конечно, да. Такая же проблема у меня и с Андрюхой Zombie Apocalypse Games, потому что когда у него стрим проходит, я или сплю, или иду спать, или наоборот, только проснулся, у него уже давно стрим закончился. И это такое дело. Large Games шортсом тоже займусь скоро. Да, тебе, Орлан, я советую, поскольку у тебя есть игровые фильмы, на эти игровые фильмы ты можешь просто себе делать в вертикальном формате ролик до 1 минуты, и это будет круто. А если есть 30 секунд, это будет еще лучше. И до этого дойдем, да.
Потому что шортс, они прям пробивают все просмотры, они быстро смотрятся. Кто это знает с Инстаграма, с ТикТока, это все такое вот для молодежи, которым все лень, они быстренько все мотают вверх, и это все быстренько работает. Медведь с пивом. Я тоже изучаю эту тему. Тема это очень простая. Берете видос, меняете формат с 16:9 на 9:16, делаете его до 1 минуты. То есть сейчас YouTube делает шортс реально до 1 минуты, вытягивает это все дело. Раньше это были 15-секундные, но лучше 15 секунд. А еще лучше, если вы хотите прям, чтобы у вас прям сразу же рост пошел, то есть 8 секунд, максимум 10. Это прям вообще, я не знаю, 8-секундные, это прям вот она, та фишка. 7-8 секунд я делал, они прям у меня сразу пробивали все просмотры через потолок. Это лично мой опыт. У каждого, конечно, ролики на свою тему. 45 секунд это много, но если вы хотите прям, то есть сжатую информацию вашего контента 2-часового показать, можешь это зарезать все в ролик до 1 минуты, он тоже у тебя будет работать на канале, я в этом больше чем уверен, но сделай 10 секунд ролик, а лучше сразу не один или чередуй, один контент, один шорт, и потом посмотри, и в шортах зависит очень много факторов, конечно же, да. То есть длина шортс, если вы берете фоновую музыку на YouTube или нет, это 2. Потом время суток, когда вы этот шорт заливаете. Тема, это уже 4. И 5, ну, соответственно, подача всего этого, да, то есть надо смотреть, как это все оформлено, потому что шортс, они как там превьюшка, она немаловажная, то есть и вот эти вот какие-то бытовые шортс, где прям вот это связано с едой что-то, если там видят на картинке еду или котика или что-то такое бытовое, повседневное, они прям не ждут 2 дня, они прям сразу взлетают. Некоторые шортс я пробовал, где какая-то техника обозначенная, которая прям, я не знаю, они будут у тебя на канале 2-3 дня находиться, а потом какие-то просмотры полетели вверх. И это такая тема. Но 45 секунд это реально, это очень много. Чтобы человек смотрел твой шорт 45 секунд, твой контент, твой канал должен быть каким-то популярным, я не знаю, ну, очень известным. Потому что для начала сделай его 10 секунд, такой какую-нибудь рекламку на твой будущий контент, то есть вот какой-то вот Medal of Honor, попробуй там 10 секунд, возьми каких-нибудь четких и попробуй. Да, будем изучать, в том-то и дело. Там у тебя 4-5 пунктов, которые в принципе надо соблюдать. Сам я могу сказать с опыта со своего именно, я помогаю, ну, как бы подсказываю другим. То есть есть на YouTube специальная музыка, она работает только 15 секунд. Попробуйте сделать 10-15 секунд ролик, взять прямо эту же музыку, там популярную прямо на YouTube, которая она для этого в принципе и создана там в библиотеке, и попробуйте, что это вам даст. И потом уже будете смотреть, как вам дальше развиваться, в какую сторону двигаться, но изначально хотя бы просмотр добавляется на канале, и это вот тот самый плюс. Такие вот дела. А попозже, конечно, сможем как-нибудь эту тему еще больше захватить, но на сегодня, я думаю, мы в принципе уже можем закругляться. Было очень интересно, очень позитивно, чат прям активный был. Сейчас всех даже имен не смогу назвать, потому что у вас сегодня было реально много, очень много. В описании, конечно же, есть тонна контента. Забегайте, смотрите, знакомьтесь со всеми. Тебе спасибо, Арван, конечно, за такие вот игрофильмы. Все вот эти вот смотрим. И на телевизоре прям очень удобно ты включил. Его можешь смотреть, в принципе, вот от корки до корки. Тоже такой есть свой плюс. Подписывайтесь на канал друг другу, заходите, ставьте комментарии. Да. Не забывайте, это вот будет продвижение. То есть самый первый шаг в этом всем продвижении вот ваш просмотр от корки до корки. Поскольку у тебя вот эти фильмы, то есть я думаю, что будет все круто, то есть будут смотреть как фильм, и это чем больше вы посмотрели от начала до конца, вот это и есть для YouTube вот это вот продвижение. До встречи и удачи, и тебе спасибо большое, Алекс, было очень интересно, супер стрим, спасибо большое всем, кто был, до новых встреч, да, как обычно мы думали так 30-40 минут, но так быстро все не бывает. Всегда, как всегда, супер. Спасибо и тебе, Юрец. Вы видите, как сейчас у нас тут на стримчике прям почти в прямом эфире играет Last of Us. Часть 4 уже, парт 2. Все там знакомые. Заходите к нему, конечно же, на канал. Знакомьтесь. Кто не знаком с этим контентом, с этим человеком, конечно, всегда вам ответит.
Так, все, я дома ем котлетки. Приятного аппетита тебе, Базука. Я сейчас тоже пойду заниматься такими делами. Вам огромное спасибо за участие активное в чате. Всем. Пойдем, конечно, тоже свои дела. Подписывайтесь, ставьте комменты и так далее и тому подобное. Посмотрим, позже будет стримчик или нет, пока еще не знаю. Как обычно я говорю, продолжение следует. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside